Everything can change in an instant, whether or not you're ready. I don't know who you are, but your timing's impeccable. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. This time I'm ready. Because I know war. War never changes. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. I'll help if I can. Beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. This campaign will be costly, but in the end, we will be saving humankind from its worst enemy, itself. So where is it, huh? This institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. Всем привет, с вами вновь мы, Александр Кузьменко и Антон Логинов. А как вы знаете, мы очень редко собираемся вместе и только... Изредка, я бы даже сказал. Изредка, и только по особенным поводам. Ну, благо, что такой повод сегодня, мягко говоря, крайне особенный. Да, предыдущий был 2 года аж назад. И это, кажется, называлось GTA. Часть я уже забыл, кажется, 5. Да. Ну и собрались мы для того, чтобы отпраздновать с помпой приход игры, которую, ну, я думаю, ожидают миллионы в нашей стране уж точно. Вы знаете, есть такие вот игры, которые можно назвать русскими народными, хотя ни к России, ни к русскому народу не имеют вообще никакого отношения. Да. И вот на самом деле абсолютно русская народная игра, вторая после Сталкера. Ну, еще World of Tanks, да. Но... Ну, еще World of Tanks, конечно, да, но мы не будем сегодня про онлайн говорить. Это, конечно же, Fallout. 4-я часть которого выходит уже завтра. Вы знаете, мы вот любим часто говорить, что это как наш персональный Новый год. Так вот в случае с Fallout вот нифига подобного. Потому что это наша персональная пятилетка какая-то. Fallout выходит настолько редко, что каждую новую часть ждешь, естественно, не то что как Новый год, а как второе пришествие. 4-я, а то и 5-я. А да, на самом деле 6-я. А если почитать Tactics, да. А если еще Brotherhood of Steel для PS2, то и вовсе 7-я. А если сложить комиксы еще сюда, книжки написанные, и, знаешь, фанфиков миллиард, да, то получится уже и 107-я. В общем, ребят, самый натуральный, true народный Fallout. Продолжение самой великой русской народной игры. Да, выходит он завтра. Завтра все побегут в магазин. Ну а сегодня мы устраиваем наш редкий, но все же можно назвать это традицией, да, делать по знаковым играм марафон. А уж знаковый Fallout найти что-то в этом году будет сложно. Ну, можно поспорить. Тем не менее, мы, труженики индустрии, иногда имеем возможность вот счастливую поиграть где-то за неделю до выхода столь ожидаемой игры. Именно поэтому мы можем делать такие сюжеты. Тут бы, знаешь, я поспорил, потому что одно дело поиграть за неделю до того, как все играют в Fallout. Другое дело, что рассказать об этом никому нельзя. У тебя даже ачивки не считаются в Xbox. Да, у нас тут вообще супер все строго было. Все к чертовой матери, чтобы даже ты не знал, что... Да, нам сказали отключить Xbox вообще, его прислали именно на Xbox, потому что у них там глобальная сделка с Microsoft, пришлось играть на Xbox One. Кстати, что было впервые достаточно приятно, потому что игра выглядит очень хорошо на нем. Что редкость для данной консоли, если что. Правда, с другой стороны, как работникам индустрии, нам не только в Fallout нужно играть, сейчас сумасшедший сезон, поэтому слава богу, что игру прислали заранее. Мы всю неделю, совмещая там с работой, по чуть-чуть вечерами его проходили. Не прошли, это на данный момент, да. Вы знаете, у нас пока такой вот рекорд персональный. У меня 25 часов, у Антона, по-моему, 15 или 20, да? 20. 20 часов, да? То есть, еще раз, для игры,
создатели, которые заявляли, что нормальное прохождение идет где-то часов 400, мы вообще не поиграли нифига. Ничего, да. Хотя... Мы только кнопку нажали старт. К тому моменту, когда вы вот это увидите, мы, наверное, наиграем уже часов 50. И будем понимать больше, поэтому заходите за свежей информацией в блог и на стрим, потому что когда можно будет стримить, мы примерно это будем начнем делать. Но к чему мы все это? К тому, что даже за такой огромный срок, 25 часов это немало. Понять до конца, что такое Fallout 4, ни у Саши, ни у меня не получилось. Вообще, по ходу недели мы несколько раз созванивались, чтобы сравнить впечатления от игры. И всякий раз получалась история непредсказуемая. Абсолютно. То есть, самое главное, это то, что Fallout 4 не соответствовал нашим ожиданиям. Каждый из нас в голове нарисовал себе какой-то свой уникальный Fallout. Вот чуть ли не свечки уже начал ему там ставить в доме и молиться. И тут мы запускаем игру и, мягко говоря, удивляемся. И мы практически уверены, что с вами произойдет то же самое. Реально, Fallout 4 не похож на Fallout 3 и не похож на New Vegas. То есть, базовая механика и прочее, да, все на месте. Но вот по ощущениям это очень сильно другая игра. На протяжении недели, каждый день играя в Fallout, мы созванивались с Антоном. И наше мнение менялось на 180 градусов. То есть сегодня... Причем довольно-таки синхронно, что интересно. Да. Говорит, как тебе Fallout? Ты знаешь, я сомневаюсь, наверное, это не 10 уж точно. Это нет, это хорошая игра, конечно, без вопросов, но... И дальше нюансы. На следующий день. Это невероятно, я встретил вот этих, вот тех. А у тебя такой был, не рассказывай мне ни в коем случае. Вот этот постоянный разброс мнений, который возникал, причем одновременно, буквально синхронно. То есть реально все происходящее было похоже на такую синусоиду. То есть нас бросало не от плохого к хорошему, не из крайности в крайность, ни в коем случае, от хорошего к охрененному. Потому что, все-таки к Fallout 4 у нас очень завышенные требования. И вы знаете, если вы хотите найти проблему в Fallout, я нашел. Самая главная проблема Fallout 4 это то, что это Fallout. То есть, если вы не любили, в принципе, Fallout 3, New Vegas, например, и так далее, то вряд ли, конечно, так глубоко в душу вы сможете спустить эту игру. Но на этом ее проблемы, в общем-то, и заканчиваются. Вот, тут нужно понять, что, на самом деле, эта игра очень эпатажно к себе относится. То есть, когда Bethesda делала Fallout 3, они старались заинтересовать новых игроков. Они погружали заново во вселенную. По сути, это был перезапуск. Они ее переделали практически с нуля. И назвали его 3. И делали они это только потому, что было всего каких-то 200 тысяч, представляете, ребят, в русской народной игре, которые играли в первую и вторую часть Fallout. Плюс еще миллион, который скачал это там бесплатно на радиорынке в 98-м году. Да. И они старались погрузить заново в мир, сделать этот мир интересным для игроков, которые никогда не слышали о Fallout. Что еще называется словом переизобрести. То есть заново придумать тот велосипед, который, в принципе, был придуман уже за них. Эта игра относится к тебе совершенно по-другому. Мол, сволочь, ты пришел в меня играть, я вот такая крутая, давай, пожалуйста, меня изучай. И поэтому, рядовой, бери щетку, и чисти все пункты меню, начиная от пипбоя и кончая клавишей выход. Реально, Fallout ведет себя с вами так, как будто вы просто рядовой в армии внезапно проснулись такой, и сержант над тобой стоит и орет: «Почему ты не знаешь, как одевать костюм? Ах ты сволочь!» И начинает сразу мордой так что тыкать в интерфейсах, детали, в нюансы. Кстати, очень забавно то, что главный герой в новой игре, он военный. В общем, мысль такая, что Fallout 4 в курсе, что вы уже прошли Fallout 3, New Vegas. Кто вы себе предзаказ уже сделали, нормально. А те, кто с Питбоем еще версию заказал, он отдельно записал по именам. Да, и поэтому абсолютно не заморачивается с тем, чтобы заинтересовать новых игроков, погрузить заново в свой мир, а просто бросает тебя в него и заставляет чуть ли не сразу испытывать сложности. Говоря человеческими словами, Fallout 4 это, наверное, самый дорогой и самый масштабный в игровой индустрии пример фан-сервиса. То есть тогда, когда ты включаешь игру, знаете, даже, мне кажется, Кодзима с МДС до такого не доходил. Он все-таки кто-то пытался сказать: дружок, вот новый сериал, вот, может быть, попытаешься поиграть, сейчас немножко про историю скажу. А здесь серьезно, морды говно. Но! Игры! It's good to be back. В общем, первое, к чему вам нужно приготовиться, то, что это, реально очень другая по стилю, отношению к себе, по ритму, по тонусу игра. Она гораздо более такая меланхоличная. Когда Fallout 3 выходил, да, авторитетные олдфаги
кричали, что фу, изометрии нету. И детей убивать нельзя. Да. Ну, это Oblivion с пушками. Так вот, друзья, вы еще не видели Fallout 4. Вот Fallout 3 это был такой достаточно классический Fallout. А вот Fallout 4 это не Oblivion, а скорее Skyrim с пушками. То есть это очень такая созерцательная игра с очень большим количеством деталей, живым миром. Я бы даже сказал, более крутым, проработанным и населенным, чем Skyrim, в котором предполагается, что вы проведете, ну, вот просто сотни часов. Есть люди, да, которые в Skyrim вот до сих пор играют. Я скажу короче. Fallout 4 — это игра, где есть все возможности жить, не только играть. То есть, как вы, дорогие поклонники Skyrim и вообще сериала Elder Scrolls, уже многие годы хотели, теперь в очередной игре Bethesda можно жить тоже. We want you to build and decorate and make yourself really a place you want to live in. A new home for yourself and your best friend, of course. То есть это началось, кстати, в Скайриме, там, построй свою хижину, DLC, да. В Fallout 4 все это вышло на абсолютно новый уровень. И было много откровенных сомнений по поводу того, что что-то сделала вы систему не то, да, после презентации на E3. Это, друзья, правда. Болтать в современном Fallout нужно, конечно, гораздо меньше. По крайней мере, еще раз напомню, мы прошли максимум по 25 часов. Все начальные локации, все, ну, для меня, по крайней мере, первые 15 часов игры, это минимум персонажей, минимум болтовни и как можно больше всякого разного экшена. То есть игра тебя приучает к своим механикам, к своим правилам. Не то, что первый час там. Я бы поспорил, на самом деле, насчет экшена. 10. Потому что первые 15 часов я сажал редьку вообще. И арбузы. Я могу, ладно, хорошо, не на камеру, но я честно тебе признаюсь, что первые 15 часов меня исключительно били, понимаешь? Когда я первый раз смог, не знаю, отомстить банде из рейдеров, я себя чувствовал просто богом. Потому что, кстати говоря, и мы об этом еще потом поговорим немножко, в современном Fallout стало очень интересно и действительно по-хорошему сложно воевать. Боевка супер, об этом позже. Но смысл такой, что если вы вот классический игрок в Fallout, которому нужны интересные персонажи, уникальные ситуации... 3 развязки одной истории. Да, то до этого вот Fallout 4 еще нужно доиграть. Долго. Долго. То есть, конечно, вы можете, как всегда, напрямую пройти, но это будет не так интересно. Понимаешь, Антон, смотри, мы вот с тобой столкнулись с одной и той же ситуацией. Да? Мы пошли из стартовой локации исследовать мир. Да. Вот. И в итоге я прихожу к Антону, он говорит, ну вот я вот дошел вот сюда. Вот сколько вот мне стоит тут пройти сюда напрямую? Я говорю, слушай, это у меня заняло часов 7 или 8. Я сюда шел, тут на такой город наткнулся, а там гули живут, а там меня вообще чуть ли в рабство не взяли. Такие были истории. Антон такой, ну ладно, сейчас посмотрим. Пошел другой дорогой. За 5 минут дошел до той точки, которой я 2 вечера добирался, просто, не знаю, стоптав 10 сапог, перебив 20 супермутантов, там, не знаю, взяв 100 селений по дороге. Вот, и в этом чудо Fallout. То, что наши истории, которые идут абсолютно идентично, мы даже пытаемся примерно в одном направлении все время следовать, все равно складываются по-другому. И вот этим новый Fallout очень здорово похож на третий. Это самое клевое, что было в третьем. То, что ты встречаешься, поиграв 10 часов, и понимаешь, что сложились совершенно 2 разные истории. И этот феномен, когда твоя персональная история складывается из, в общем-то, одинаковой игры и одинаковых дисков у 2 людей, это, по-моему, все-таки уникальный случай для Fallout. Редко где в какой современной RPG такое встретишь. Но самое главное, что как раньше в Fallout играть не получится. То есть я вообще искренне не понимаю людей, которые его быстро пробегают, типа, о, я прошел игру, да ты не прошел. Сейчас какой-то очередной персонаж появился в интернете, который за 15 минут пробежал карту по диагонали и говорит, что ой, какой я молодец, потому что Skyrim пробежал за 25. Чувак, ты не знаешь, ты дурак. Ты испортил себе все. Жизнь всем может да, погубил. Мне кажется, еще 1000 людей, которые твой ролик посмотрели. Ну да, то есть Fallout это такая игра, в которой нужно очень расслабленно, вдумчиво играть, все исследовать, и тогда она вообще взорвет мозг. Я скажу даже по-другому. Не играть в Fallout нужно, а как вот в старые RPG старых лет, в нем нужно жить. Ну ты знаешь, мне кажется, даже раньше в RPG такого и не было. То есть здесь есть такие вещи, да, которые, фактически, таких даже RPG в открытом мире, раньше не было. Типа, построй свое селение, построй свою империю. Но об этом, да, мы поговорим позже. Давайте уже начинать. Вы наверняка хотите увидеть начало игры. Мы покажем традиционно несколько эпизодов начала игры и несколько
примеров, да, механики, чтобы вы лучше понимали вообще, что вас ждет в Fallout. Потому что, повторюсь, внешне игра очень напоминает то, что было раньше, но по духу, по стилю она сильно другая. Я даже немножко по-другому могу сказать. То есть, когда вы начинаете игру, вы понимаете, что я сажусь играть в Fallout. Что в Fallout до этого не играл. Нажимаешь кнопку Start, нажимаешь кнопку создать персонажа, и еще через 5 минут понимаешь, что ты никогда не играл в Fallout. Начинаем! Вот у нас здесь в меню сделали, висит Power Armor в гараже. Это на самом деле очень важно, об этом мы чуть позже поговорим. Что интересно, вот Fallout 4 начинают с большей детальностью и с большим старанием рассказывать предысторию, собственно, вселенной. Я тебе больше даже скажу. Какие-то вещи о происхождении этой вселенной мне стали понятны только в 4 части. Несмотря на то, что я был фанатом 1, 2 и 3 и очень внимательно читал все локальные документы. То есть мы знали, да, что, в общем-то, здесь ядерная война произошла из-за китайцев. Но вот как это было до войны, как это вообще, что это за мир был? Откровенно говоря, что если бы мы с тобой были совсем уж упертые, да, и были бы очень внимательными, изучали бы все сторонние материалы по Fallout, это бы все было понятно. Но впервые за всю историю серии именно в 4 части рассказали, что за мир был до глобальной войны. И этот мир вовсе не похож на те 50-е и 60-е годы, в которые, в общем-то, жила наша вселенная. Да, это придает игре особенное очарование. Давайте смотреть. Интро очень неожиданное. War. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself, for my wife, for my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. Вот из этого видео, на самом деле, становится понятно, что, да, за мир Fallout был. Ну, то есть это и раньше нам было понятно, но вот после такого дорогого вступления ты больше понимаешь, что, ну, это там,
знаю, мир, да, где не изобрели транзисторы. Да, где... ну, самое короткое объяснение вообще происхождения этого мира. Очень простое. В 50-е годы в этом мире не изобрели транзисторы. То есть, в общем, вся техника, вся электроника осталась на классических лампах таких вот. Знаешь, вот теплый ламповый звук. Да тут теплое ламповое все в этом будущем, понимаете? Вот. И в этом теплом ламповом будущем микроэлектроника ушла куда-то просто совсем в ранг каких-то недонаук, но зато атомная энергетика развилась так, что теперь бытовой ядерный реактор есть в каждой семье. Ваш холодильник питается от ядерной энергии, ваш автомобиль ездит на нем с пожизненной гарантией. Персональный робот. Что же вам еще нужно? Персональный робот. То есть поэтому то, что мы видим в мире Fallout, это называется ретрофутуризм. То есть в мире, в котором не было изобретено несколько ключевых вещей, в частности компьютерная техника вся находится просто в зачаточном состоянии, пошла вся технология ровно в другом направлении. В технологии робототехники, в технологии ядерной реакции. Чем это вышло? По-моему, очень круто, но в этом мире нет видеоигр. Не хочу я в нем жить. Да, скучно. Зато есть настольная игра про ядерную войну с Китаем. В общем, настолки рулят в 21 веке альтернативного будущего. Да. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. У нас прошло интро, я сделал свое дело, нажал на кнопочку, теперь играет Энтон. Да? Ну ладно. Ну, генерацию все видели, наверное, на E3. Здесь мы можем выбирать пол. Перед нами муж и жена. Все происходит еще в 2077 году, до падения ядерной В прошлом. Как принято у компании Bethesda. Есть у них во всех играх одна вот фирменная черта. Я даже не зову это нюанс, не зову это недостатком. Это действительно вот фирменная черта компании Bethesda. У тебя есть огромный, навороченный генератор персонажа. What do you think, hon? Roguishly handsome or handsomely roguish? В этом генераторе персонажа ты можешь сделать любого человека. Ты можешь выбрать размер губ, носа, ушей, глаз, даже складки и морщинки просто обозначить на своем лице. Но что бы ты ни делал, что бы ты ни выбрал, все равно у тебя получится урод. Вот в этом, собственно, и заключается главный тайный план компании Bethesda, который на все игры распространяет даже Fallout. Ты знаешь, чем я закончил свою генерацию персонажа? Выбрал готовое лицо. Ну, еще, вы знаете, вот лично для меня генерация персонажа закончилась некоторым фиаско, потому что спустя полчаса после начала игры я нашел такой, знаешь, огромный шлем, похожий на ведро с двумя прорезями такими. Мне главное, что можно толстого сделать. О, отлично. Все. Делаем жиробаса. Жиробаса? Не, ну он не жиробас, он такой пухленький просто. Пухляш. Пухляш. Да. Эй, Пончик. Пончик. Вот давай назовем Пончиком. Пончик. Готово. Подтвердить. А что ты его белым-то сделал? Надо было почернить немножко. Там, не знаю, азиатчины немножко добавить. Разрезы в глаза. Ну и вот мы находимся в доме. 2077 год на дворе, между Да. прочим. Угу. Да, это вот так вот выглядит будущее по версии вселенной Fallout. То есть оно выглядит примерно как 50-е годы, в которые немножко ядерной энергии вкачали. Представляешь, вот человечество пошло просто по другой ветке развития. Знаешь, вот как в ММО какой-нибудь, да? Good morning, sir. Your coffee. 173.5 degrees Fahrenheit. Brewed to perfection. And today's newspaper just delivered. Saddle up Salisbury steak. Graded A+. Nuka-Cola. Ice cold. Looks like the milk got delivered. Мне нравится, что практически все в начальной сцене, что ты... Слушай, вот семья, смотри, живет семья полноценная, да, фейри на столе, посудомойка, там еще в холодильнике. Нюка-кола, короче, и пирожные, зашибись. Роборука, кстати, это Роборука, достаточно да. современная история. То есть сейчас очень многие пытаются разработать роботизированную руку, которая будет готовить дома. More of the same. I shall attend to young Sean. Grognak the Barbarian in the Jungle of the Bat Babies. My favorite. Я считаю, что если бы мы сейчас запретили транзисторы, через 50 лет мы жили бы так же. То есть вообще вот здесь да, масса абсолютно разных предметов, к которым можно подойти, главный герой их прокомментирует. Выяснится, что жена у него юрист, что ну куча каких-то да, там мелких деталей, которыми на самом деле многие современные игры грешат. То есть сейчас такая уже это такой олдскульный стиль, когда ты погружаешь в мир. Ну, как должна выглядеть современная игра?
Вот принцесса, короче, она умерла, иди всех убивай. Да, а тут, понимаешь, погружение. Театрализованное действие. Вот тебе радио. Ты, кстати, слушал эти телепередачи? Да, и тут... Они крайне поучительно и интересны. Can you get that? It's probably that salesman. He comes for you every day. Вот, между прочим, день, в который происходит вся эта сцена, это последний день на Земле. То есть это день апокалипсиса. Ага, еще Когда мое случилось день рождения. 23 октября. Happy birthday to you. В общем, в день рождения Антона, точнее так, скажем, спустя сколько там, 80 лет после дня рождения Антона по вселенной Fallout 4 произошел ядерный апокалипсис. У китайцев не выдержала рука. Хотя, вот откровенно говоря, вот я вот читал там всякие разные более серьезные там, исследования мира Fallout, знаешь, какие-то фанатские, может быть, теории и прочее. Все сходится к тому, что никто не знает до сих пор, кто первый нажал на кнопку. То ли русские, то ли китайцы, то ли американцы, то ли все вместе по предварительной договоренности, то ли какие-то иллюминаты, то ли вообще четвертая сторона. Но факт тот, что именно в этот день триггер был нажат, и весь мир покатился не туда, куда он собирался катиться. Вот мы отправили робота присматривать за ребенком, но он, похоже, не справляется. You know he's not gonna give up. А теперь наш эксклюзивный репортаж о нестабильной ситуации в коммунистическом Китае. То есть все-таки в Китае. Непонятно. Еще раз говорю, в этой вселенной непонятно, кто первый это сделал. Кстати, вот упоминает Анхоридж, это, если что, было DLC к Fallout 3, которая, собственно, показывала сражение с китайцами. Слушай, фигово люди в будущем живут, честно, вот эту картину. Нашим гораздо веселее. Да? Киберпанк, айфоны, иммигранты сирийские. По-моему, гораздо веселее. Enjoy your coffee, sir. Hey, Codsworth. Chores and more chores. My endless chores. Ракеты. Ну, слушай, кого же с ракетами удивишь? Понянчим ребеночка. Какой у них спокойный ребенок, знаешь, как-то тихо себя ведет. Нихера себе. Да, Антон, это тихо для ребенка. Это идеальный ребенок, знаешь, как в идеальном мире Fallout 4 идеальный ребенок, который не орет, короче, там. Codsworth. Now, don't you touch the laundry. I'll take care of it. Такой у нас верный домашний слуга. Батлер, то есть такой даже не слуга, а как-то дворецкий. Дворецкий, да. Робот дворецкий. Нянька и домохозяйка. Слушай, вот как вот удобно, да, вот, представляешь, просыпаешься ты утром, не знаю, с похмелья, не знаю, в трусах, весь чипсами обросанный, да, а он тебе говорит: сэр, вчера вам не только кто-то наблевал, короче, на пиджак, но кто-то ваши штаны еще насрал. Honey, do you mind getting the door? Мне очень нравится, что здесь на самом деле мир такой, поскольку все воюют, он очень тоталитарный. И из телевизора несется на самом деле откровенная пропаганда. А теперь посмотрим нашу любимую игру — бейсбол. Нет, ну слушай, на самом деле этот мир пародирует Америку 40-х, 50-х годов. Ты же помнишь, это Америка, в которой вначале... Все сражались с коммунистами. Вначале была антифашистская истерия, а потом охота на ведьм. Собственно, охота на коммунистов или сочувствующих им. Потому что, если что, дорогие господа, зрители, и вы думаете про Америку очень хорошо, то Америка лет 50 назад была страной, где легко можно было повесить... Очень похоже на нашу. То Америка лет 50 назад была страной, по сравнению с которой наша страна — это просто образец свободы и демократии. Потому что, например, негра можно было там повесить просто потому, что он тупо Слушай, идет ну по это улице. процесс. Ну, известно, да, почему все в Америке вежливые. Потому что на Диком Западе... Если ты наступил кому-нибудь на ногу, ты получил пулю в лоб. И поэтому надо сказать «Excuse me, sir». Вот, ну, со временем, надеюсь, все это рассосется. Come on, just answer the door and he'll go away. Тем временем к нам в дверь вот постучался товарищ из Voltec, что... Ох, Антон, как мне хочется тебе рассказать про этого персонажа поподробнее. Но мы не будем. Good morning! Voltec calling. Дело в том, что это вот маленький супер-мини-литл спойлер. Этого персонажа ты видишь не первый раз. И не последний. Это все, что я скажу, потому что вторая встреча с этим персонажем будет незабываемая. Да, все, вот молчим. Да, молчим, друзья, молчим. правда незабываемая. Вообще, ни разу не забываемая. Vault-Tec? Remind me again? Why, we're about you, sir, and helping secure your future. You see, Vault-Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Vaults, if you will.
luxury accommodations where you can wait out the horrors of nuclear devastation. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. What's so important? Why, nothing less than your entire future. If you haven't noticed, sir, this country has gone to heck in a handbasket. If you'll excuse my language, the big kaboom is... It's inevitable, I'm afraid, and coming sooner than you may think, if you catch my meaning. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Ну вот к нам пришел товарищ из Волтека. То есть такой специальный камевояжер, который лишний раз напоминает, что пора бы въезжать в свои апартаменты, права на которые за вами уже давно, сэр. У вас тут мир вообще к чертовой матери летит, а вы тут сидите в квартире, зубы чистите, телевизор смотрите. Наш герой военный, ему и его семье полагается за почести место в убежище. Hello? И вот у нас есть первый взгляд на систему диалогов, которая, упрощена. Скажем так, это вариант, который мы называем для себя вариантом Mass Effect. Когда у тебя есть 4 кнопочки, и каждая из них что-то означает, иногда разное, иногда одинаковое. На самом деле, да, как ее понимать? Это 3 варианта ответа, сарказм, нет и да. Are you feeling all right, sir? И сверху на Y просто кнопка, которая позволяет узнать больше информации, если вы хотите. Tell me more. Да. Okay. Хотите знать больше? Хотите знать больше. То есть иногда, вот я привык к Fallout, потому что Fallout это вечная игра с миллиардами диалогов, с 1000 вариантов выборов. А тут тебя на 4 кнопки сажают. Not going to take too much of your time. С одной стороны, изначально меня это несколько разочаровало. Потому что я привык, что диалог в Fallout это бжжж, все останавливается, вот тебе рожа показывает. Идешь, завариваешь чаек. Идешь, завариваешь чаек, и такой не спеша, 40 минут, щелкаешь там миллиарды ответов. А мне это очень нравилось. На самом деле, я буду поэтому скучать. Была очень классная фишка, очень жаль, что нет. Но на этот раз диалоги зато выглядят живыми. Во-первых, они живые. Во-вторых, сыграны они просто охренительно. То есть актерская игра, и слава богу, что не стали озвучивать на русский язык, потому что вы бы этого никогда не увидели. Обычно в РПГ при их объемах идет просто начитка текста, как в том же Ведьмаке. Стоит человек, что-то там перед микрофоном, да, и бубнит. Здесь всю игру они играют. Вообще. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Don't want there to be any holdups in the unforeseen event of total atomic annihilation. Won't take but a moment. Tell me more about this vault. Oh, it has all the amenities of the modern home, I assure you. Not to mention total protection from nuclear radiation and hostile mutants. A better future underground. It's not only our mission, it's our passion. Sure, let's do it. Splendid! Splendid. Now, let's see. Ну и на самом деле это продолжается у нас генерация персонажа. Мы здесь можем задолбить имя. К сожалению, нельзя вдолбить русское. Можно. На Xbox нельзя. Как? Можно? Нельзя. А у тебя английский, наверное, это дашборд? Нет, дашборд у меня русский. Нельзя, потому что он говорит недопустимые символы. Так, вот смотрите, вот классическая генерация персонажа по-фоллаутски, да? В общем, все нормально, да? Есть несколько классических значений. Сила, восприятие, выносливость, харизма, там, и так далее, да? Мы думаем по стандартной фоллаутской привычке. Надо вкачать 2 на максимум, остальные потом докачаю, там, еще там 3, и к чертовой матери. Будет персонаж там умный, но слабый, или сильный, но тупой, неважно. Так вот, дорогие друзья, я так вот прокачал своего персонажа, которым сейчас имею несчастье играть. И это не та тактика, которая работает в новом Fallout, потому что в этом Fallout все эти значения, конечно, имеют важность, но совсем не ту, как вы думаете. Да, систему очень сильно переделали. Она на самом деле простая,
Но сходу ее понять, не получается. Ты должен именно играть, щупать, игра тебя будет тыкать носом, что ты неправильно прокачался, и тогда ты понимаешь, вот оно как работает. Слушай, я честно могу сказать, я вот отыграл, наверное, часов 8, вообще непростительно стыдное признание, пока только понял, что так перки, оказывается, больше не перки, да, вот как оно теперь делается. Ну, попозже, я думаю, немножко объясним еще. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Так, ну что ж, теперь у нас есть гарантированное место в нашем бомбоубежище. Назовем его так. Вы знаете, кстати, тут такой есть интересный нюанс. Дело в том, что по вселенной Fallout каждый волт, то есть каждое убежище, это было не совсем убежище, где надо было спастись от ядерного взрыва и прожить некоторое время. Каждый отдельный волт это был еще отдельный эксперимент. Зачастую эксперимент социальный, который проводился над людьми. Ну, то есть по мифологии известно, что был волт, где все люди настолько крепко кормились, что через 2 поколения каждый из них весил примерно по 300 килограмм, и любого человека меньше 150 килограмм они считали просто, не знаю, задротом, отвратом и издевались над ним всячески. Например, в одном из предыдущих Fallout'ов описывался волт, где все люди жили в виртуальной реальности типа Матрицы. Ими управлял суперумный компьютер, который в какой-то момент сошел с ума. Были волты, где все люди были подсажены, например, на потребление нюка-колы ежедневно, не менее 2 литров. То есть столько социальных экспериментов, сколько волтов, а их было несколько сотен. Так вот, наш герой попадает в волт 111, в котором социальный эксперимент, довольно так, интересный. Жестокий. «21 век, а у ребенка мобиль из 3 ракет». Ё-моё, да сейчас на 2 батарейках Duracell такое дело. Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. And do what exactly? Sir, Mum, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Так. И вот у нас происходит неожиданность. Да это не неожиданность. В русской шифровальной традиции это называется просто час Че. Yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Oh my god. We need to get to the vault. Now! I've got Sean. Let's go. Вот, мы знаем, что первые удары пришли на Нью-Йорк по Пенсильванию. То есть, судя по тому, что мы в Бостоне, следующие будут буквально через пару минут. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate to Vault 111 immediately. So, that's what I made. War with Ruskies. Вот, кстати, обратите внимание на этот винтокрыл. Ты сказал автожир такой. Да, геликоптер. он здесь винтокрыл, называется, вот автожир. Оспрей. Да. Так, ну, как вы понимаете, мы бежим, собственно, сейчас к убежищу. Ты знаешь, вот это вот то, чем нам пугали на уроках на начальной военной подготовке, короче, в школе. Мне кажется, современных детей уже не пугают ядерные волны. Мне кажется, в наше время их только пугают маньяками на улице и неоплаченными счетами. Вот чем надо пугать, братцы. Вот это вот реально капздец. Вышел ты на улицу, а миру конец. If you're in the program, step forward. Otherwise, return home. We're gonna die! Tell me if you're registered. If you're not, you... We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. Good luck, ma'am. And God help us all. You two, follow me. Come on. What's gonna happen to all those people outside the We're gate? doing everything we can. Ну вот нас, товарищи, который нас вписку делал, нам его на самом деле не пустили. А что нас пустили? В общем, это тот самый драматический момент, который лично я всегда мечтал увидеть в мире Fallout. Но, честно говоря, то, что случилось за ним, мне нравится гораздо больше, чем было до этого. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too.
Опс. Все? Плохо. Слышь, Антон, вот не было такой в жизни, реально, хочу что-нибудь подобное увидеть. Закрылась. Началась новая жизнь. We did it. We made it. We're okay. Everyone please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, We'd no, all be. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Everyone, just head up these stairs and through the door. В общем, мы впервые видим, как загружали людей, так сказать, в Vault. Ну, это ж вообще, хорошо знаешь, загружали. мне нравится, что они каждый раз придумывают новый опенинг, который вот, не похож, да, все. Ты знаешь, мне кажется, мы можем еще 15 Fallout'ов играть, и все равно вот в каждом Vault, в каждом конкретном случае будет другая мифология. И это очень круто, потому что легенда о том, что каждый Vault — это отдельное государство, отдельные правила, отдельная жизнь и даже отдельное техническое устройство, она позволяет авторам просто сколько угодно начальных историй придумывать. Right over there, please. Female and infant. Good. One vault suit. Now just head down the hall. Each of you take one of Over these. there. Your Take a brand suit. new vault. Looks fine. Just step over to the table. А теперь нам нужно приодеться. Видите, как в тюрьме прямо. Стандартный костюмчик, кстати, очень известный и культовый. Только с номером 111. You'll need a suit before we can get you settled in. Thanks. Следующий. What now? Значит, вынимает просто. Как на какой-нибудь игровой выставке. Берите лут. Follow me. Наша жена. Ребенка не приоденут, интересно. This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Что она не стала приодеваться. Подожди, кстати, подожди, она же переодевалась. Она же была в 111. Но она потом сама мгновенно Ладно, окей. станет. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. То есть тут как раз описывают впечатление тех людей, которые только-только попали в Волк. Они знают вообще, надолго мы здесь, там, на день, на два, на неделю. Может, там тут 3 года жить. Что с нами дальше будет? Just step in here and put your vault suit on. Нас просят пройти дезинфекцию, а то мы как бы спускались-то в хранилище во время взрыва практически. Мало По ли идее, ионов там себе позитивно заряженных каких-нибудь. По идее, должны были облучиться. Ну, вы знаете, контекст дезинфекции — это примерно то же самое, что принять душ в лагере Освенцим. Но не будем спойлерить. He's being fussy. Could you, Вообще интересная мода у них там в 2077 году. Штаны натянутые до уровня груди. Она, кстати, местами возвращается, выглядит отвратительно. Ну, слушай, а в этом мире, по мифологии этого мира, в культурном плане он где-то застрял примерно в 48-, может быть, 62-м году. То есть еще до рок-н-ролла, но уже вот совсем вот опыт, такой мода и так далее. То есть мы уже можем позволить себе смелые штаны, которые натянуты примерно по грудь, но не можем позволить себе еще нормальный ремень, кроме подтяжек. Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. Вот нас мальчик чует,
Что тут плохо? Он же младенец, он все чует. Младенец чует, да. All set? Just step inside and put on your vault suit. Так не, пошли дезинфицируемся, что ты Everything вообще? okay? Go ahead, hun. I'll take А вдруг у тебя там какие-нибудь, не знаю, вши? Ну что, начинаем процесс Дезинфекцию, обеззараживания. да. Поехали. Все, сейчас наголо постригут, не знаю, там. Начинаем процесс дезинфекции. На клещей проверят. Вот, переоделась. Пока ты такой раздумывал, входить, не входить. Женщина. Time for a whole new life. Так, начинается самое интересное. Ну, Процесс в принципе, дезинфекции. да, к этому моменту, я думаю, все уже должны были догадаться. Что что-то пойдет не так. Опа. И мы попадаем в криостазис. Это, конечно, очень крутое начало. Ты знаешь, оно то есть крутое. ты ждешь, что будет, да, типа привычная история с Волтом, а оказывается фиг тебе. Разработчики Fallout тебе никогда не рассказывают то, что происходит вот реально сразу после того, как ты погружаешься в Волт. Обязательно прошло в 100 лет, прошло 200 лет. Сволочи, а? Расскажите, что было вот через 2 часа после того, как все это произошло. Так, а тем временем, спустя много секунд в криостазисе, Вот так вот. Очень жестко начинается Fallout 4. У меня было подозрение, что ну, он с семьей не останется, потому что это не вяжется, да, по сюжету. то есть, понимаешь, вот эти люди с Bethesda, да, они тебе вот сразу вот бьют по двум больным вещам. Они говорят, мы украли твое дитя и убили твою жену. И тебя еще унизили, потому что вообще просто ничего с тобой нельзя. Если бы убили, то хотя бы умер. Это правда. Я уверен, что это сделано специально. Это понимание вот основной аудитории, которая сейчас как раз в детородном возрасте. Именно. То есть и те люди, которые 18 лет играли еще в Fallout 1 или 2, вот сейчас уже, может быть, родили себе ребенка или только готовятся, или как минимум женились, они понимают, это ж про меня история, знаешь, вот как тут Халк начинает рвать на себе рубашку и говорит, где твои 400 часов? Ты знаешь, я до этого считал, что самое крутое начало, в принципе, это вот в оригинальном Fallout 3. Как ты растешь, сдаешь экзамен, там, вдруг выходишь. Не, ну оно реально круче, чем здесь, ну правда. Да, но здесь оно драматичнее. Да, драматичнее. То есть, понимаешь, ты начинаешь свою жизнь не просто, здесь история того человека, который уже был до этой игры и не стал кем-то, а наоборот, начал жить заново. По-моему, это очень круто. И страшно. God. Why would Voltaire do this? Come on! There has to be a release! Can't be the only one left. Hello? Anyone? Ну вот мы, в общем-то, вылезли из камеры, и как видим, все наши коллеги мертвые. Ну, в общем, как мы... включая жену. Ну, жена погибла в насильственной смерти. В общем, как мы понимаем на этот раз уже, да, что никакое это нифига не убежище, а это сам, на самом деле, натуральный центр исследований возможностей человеческого тела. Как бы это страшно не звучало. Ну, самое прикольное, да, что мы здесь не видим привычного Волта. То есть это просто вот вся база. Why'd they do И this? здесь, ну, естественно, мы начинаем исследовать окружение, находим компьютер, в котором начинаем, как всегда, по классике Fallout копаться. Читать чужие дневники, письма. Да, узнавать, что произошло во время катастрофы. Какая, ну, наша картина мира, да, что было после того, как нас заморозили, дополняют фактически логи, записки, дневники с компьютеров. В общем, забегая вперед, ничего хорошего не случилось.
То убежище, в которое вошли, это ни черта не убежище. Это на самом деле экспериментальный центр, где вас должны были заморозить. Здесь у нас есть аварийный выход, но вот не работает. Как обычно. Вот ты лучше, кстати, осмотри всякие разные чемоданчики. Вот обратите внимание, как интересно здесь теперь сделана система сбора лута. То есть, что надо было делать раньше? Надо было раньше лазить по всем шкафам, открывать все тумбочки, какие-нибудь сундучки и так далее. Сейчас достаточно просто навестись на него, и вам покажут, что там лежит. То есть, очень удобно, на самом деле. Особенно, когда ты оставил за собой поле из 20 трупов. Просто пройтись, навестись на них, короче, и понять, что ничего полезного не лежит. Да, и это, может быть, менее атмосферно, чем раньше. Когда надо было копаться по карманам каждого встречного. Но я думаю, что всех это достало, и так, конечно же, намного удобнее. Ты сразу понимаешь, что там нужно тебе или не нужно. Слушай, 21 век на дворе. В этой игре так много от 21 альтернативного века, включая альтернативные интерфейсы, например, и все остальное, что вот, ты знаешь, такое упрощение мне очень нравится. Мерзость. Я в первый раз, когда играл, да, и мне здесь было не очень приятно. Кстати говоря, вот немножко забегая вперед, если изучить внимательно мифологию игры, выяснится, что все эти гигантские тараканы, двуголовые коровы и прочие супермутанты, они не просто так, значит, какой-то там радиации ядерных взрывов возникли. Там был свой злой умысел. Но вы поиграете сами знаете. О, смотри. Дубинка. Наконец, все. Есть оружие. Уже можно себя спокойно вести. Да, я, кстати, его в первый раз не нашел, когда проходил. Вот, когда у тебя в руках теперь есть оружие, можно уже серьезно выступать. Мне было очень страшно без оружия здесь. Я вообще не знаю, как ты против этих тараканов руками просто шел. Я бы от страха обделался, мне кажется. Да, везде плакатики смешные, safety first. Травить тараканов работа каждого. Ну и, собственно, если мы начинаем рыться в компьютерах, смотреть инструкции персонала, то выяснится, что на самом деле вся эта база, она на самом деле не подразумевала, что там будет много людей, только ученые, которые следят за замороженными и убеждаются, что у них там все в порядке, и при этом они должны же выполнять какую-то такую грязную работу, вот, травить тараканов, потому что на другой персонал эта база не рассчитана. В общем, Волт 111 — это не тот Волт, который мы привыкли видеть за все эти годы. Это просто какая-то чертова шарашка с дикими экспериментами над людьми, причем как над теми людьми, которые были заморожены, так и над теми, кто были оставлены приглядывать за ними. С одной стороны, это был эксперимент биологический, надо заморозить организм, с другой — эксперимент социальный. А теперь посмотрим, как 20 этих яйцеголовых выживут и не сожрут друг друга за несколько дней. Сигары взять? Конечно. Сигары, сигареты. Чудо-клей обязательно. Чудо-клей. Даже если вы не курите и ненавидите все клеить, то надо сказать, что это универсальная валюта в мире поствоенном. Любая вещь, которая была произведена до того, как полетели бомбы, это автоматически валюта и богатство. Даже если какая-то ненужная штучка-дрючка. Снова тараканы. Так давай, теперь уже вооружен и очень опасен против них. Ну, сразу в мясо. Подожди, мясца собери. Giant roaches? What the hell? Забегая вперед, опять же могу сказать, что в Fallout 4 всякие медикаменты, типа там медпаков, стимпаков и прочих полезных вещей, это дико дорогая эксклюзивная вещь, и поэтому 90% времени, по крайней мере, пока я играю, я еще не так долго играю, 90% времени лично я питаюсь чем? Тараканьими биточками, там, отбивными из собачатины, жареной грудки когти смерти, например. То есть вот эта вся кулинария постъядерная, она, честно говоря, обрела свой смысл теперь вот в этой игре. Потому что раньше ты смеялся, что такое? О, игуана на палочке, ха-ха-ха, давай съем, будет плюс 20. А сейчас эти плюс 20, это очень важно. Да, вот здесь у нас компьютер, опять же, сколько деталей, что мы зашли в рекреационную комнату, как выясняется.
И это рекреационный терминал. На нем стоит видеоигра древняя. Древняя 2075 года. То есть, дорогие друзья, через 50 лет человечество по версии Fallout Donkey Kong играло прямо в это. Как же страшно получается. С Ктулху. Ну, не Ктулху, это скорее такой человека-древ, я не знаю. Может, это Дескло такой? Да-да-да. Мне понравилось, что там была запись, что если вы будете плохо работать, помните, что рекреационный компьютер — это привилегия, и мы ее у вас отнимем. То есть тебя лишат видеоигры, если ты будешь плохо травить тараканов. Что ж, ты знаешь, вот, кстати говоря, вот еще вот говоря о мифологии, ну что это же, надо было пониже, чтобы в голову не ударило, ну что ж ты так, а? Говоря о мифологии Fallout, тут надо обратить внимание на то, что в довоенном мире игры Fallout, в общем, не было никакой там демократии, прав человека и прочее. Я не похожу, не для меня эти олдскульные игры. Да, олдскульный хардкор нафиг. В ванной очередной плакат, чистота божественна. Ты знаешь, вот все вот эти плакаты, божественная чистота. Все эти плакаты, вся эта вот тоталитарная обстановка в нашей военной казарме и прочее наводит на мысль о том, и это, кстати, подтверждается мифологией игры, о том, что в Fallout до начала войны в Америке, по версии Fallout, никакой вообще демократии нифига не было. То есть Америка — это было страшное государство, которое легко аннексировало Канаду, которая угрожала, там, не знаю, боеголовками Китаю, которая вела себя как полные форменные свиньи, на самом деле, да? Так, ладно, все, пошли из рекреационной комнаты. Наш путь лежит через комнату с тараканами. Ну, ты теперь вооружен для тараканов. Да-да-да. Самое главное, туда не ходи, где Half-Life весь этот. Да, там нам подсказывают, что туда лучше не ходить. Спасибо, мы поняли. Давай его. Так, вот, режим вот включен. Да, ну, работает он, в принципе, по-прежнему. Мы накапливаем очки в реальном времени и расходуем их в режиме WOTS. То есть времени остановленного, либо немножко замедленного. Кстати, вот есть один нюанс. Если раньше время было полностью остановлено, то сейчас режим WOTS — это очень сильно замедленное время. Очень здорово, кстати говоря, влияет на бои. Капитально влияет, потому что реально WOTS — это больше не панацея. И, в общем-то, неправильно... Мочи! Вот без WOTS, правильно. Тук его. Поперек усиков, все нормально. И, в общем-то, если вы в неправильной ситуации включите WOTS, вас просто убьют. Условно говоря, как это работало раньше? На вас прыгает собака, вы нажимаете WOTS и быстро даете ей по голове. Сейчас вы нажимаете WOTS, а собака все равно в этом замедленном режиме умудряется укусить вас уже за лицо. В четвертом Fallout WOTS надо включать в правильном месте и в правильное время. И научиться этому заново достаточно сложно с навыками третьего Fallout. Ну, я бы не сказал, что сложно. Тем не менее... Так, у нас здесь такой ресепшн. И на ресепшене, естественно, что лежит? Правильно, джеты. Джеты в мире Fallout — это не просто медикаменты, это, по сути, такой героин. Морфий. Да, и здесь важный компьютер, который, собственно, объясняет нам, это компьютер смотрителя, и для чего нужно 111-е убежище. Что на самом деле это тестовая лаборатория с экспериментом. И более того, те смотрители, да, те ученые, которые должны были поместить нас, да, в этот криогенный сон на 200 лет и следить, как бы, да, за нами, на самом деле их тоже, ну, как бы, их подставили. Так же, короче, как они нас. это уникальная компания, она кидает всех. Она кидает своих сотрудников, она кидает своих клиентов. И, собственно, из этого компьютера мы узнаем, что на самом деле никто не собирался сохранять этих людей в живых, только у них были припасы на 180 дней, и, ну, естественно, в условиях ядерной войны. И заражение, все это превратилось потом в уничтожение друг друга. Самыми жестокими методами. Ну, естественно, в условиях там ядерного апокалипсиса 180 дней ничто, непонятно, никто не собирался не снабжать это. В результате они там поругались друг с другом, часть требовала вылезти наружу, часть там голодала, они начали драться за продовольствие, ну, в общем, все печально. Ты знаешь, дополняя мифологию Vault-Tec, в принципе, которая уже продолжается не одну игру Fallout, я начинаю понимать, что Vault-Tec — это такие, знаешь, вот хитрые, техногенные, футуристические фашисты, которые планомерно продумывают систему уничтожения или экспериментов над людьми
в период просто всеобщего апокалипсиса. Удивительные люди, конечно, страшные. Я надеюсь, что Fallout еще в этой и в других играх продолжит эту мифологию. Ну вот также в компьютере, да, мы узнаем, что есть портативная версия криотехнологии, да, в виде пушки. И вот она у нас тут, ящик с криолятором. Nice. Coming back later for you. Но мы не можем взломать этот замок, он очень сложный, подписан. И, как правильно говорит герой, нам придется за ним вернуться когда-нибудь. Вот этого я и боюсь. За криолятором. Слушай, ну хватит по сортирам лазить. Пошли на воздух. Ну что там интересного, кроме анализов, может быть? Ну, например, 10-миллиметровые патроны. Это, кстати, полезно. Ты уже нашел пистолет, вот он, правильно. Теперь у нас есть пистолет. Это очень важно. Но с учетом того, кто водится снаружи, это очень слабо. Шпилька тоже очень важная. Шпилька крайне важная вещь. Шпильки берите всегда. Это вещь, которая открывает замки. Надо найти терминал. Так вот же. Открыть дверь. Через компьютер мы открываем эвакуационный туннель, с помощью которого собираемся выйти наружу. Вот он, знаешь, классический момент для всех Fallout. Да. Тут должна быть музыка такая. Пом-пом-пом-пам. Нет, пока что у нас вместо музыки этот туннель с тараканом. Господи, опять они. Так, ну давай, удар прямо вот в челюсть. Да. Ну давай, да. Ох ты, посмотри, прям слово пуля летит вообще. Таракан мертв. Таракан с копыт в башке дыра. И тут на бобике мусора. Что можно сказать? Классика в любой ролевой игре. Фэнтези это крыса. В Fallout это один Ладно, в первом Fallout тоже так крыса. Тоже ну, слушай, первый Fallout, он был таким мостиком между классической ролевой игрой и Fallout. Ну, вот теперь этим мостиком, слушай, ты бери эту палку, ты мочи их по башке. Ты патрон не трать на них, а? Их палками. Да по ногам-то зачем? Эй, ты ему в голову стреляй. Нормально все, патронов хватит. Я их в шкафчике взял. Слушай, у меня на моей первой съемной квартире 2 года жили тараканы, поверь мне, я специалист. У меня ядерный тапок до сих пор на них замазан. Кстати, надо сказать, что, ну, мало того, что ВОДС замедленные, теперь они на паузе, да, все делают. Мясо не забудь собрать. Да, мясо это важно. Потом пожарим там шашлычок там из таракана. Я не шучу, причем, это очень полезная вещь. Кушать ее перед боем. Важно то, что в самой игре все происходит очень быстро. В принципе, в третьем Fallout можно без ВОДСа было очень удачно стрелять. Очень точно и... С нюансами. Не знаю, в зависимости от того, какой персонаж ты будешь качать себе. У меня, как бы, проблем особых там не было без ВОДСа что-то делать. Здесь реально враги такое ощущение, что, вот у меня лично, что стали быстрее намного. Во-первых, они стали быстрее, и еще такое интересное замечание, они действительно стали умнее. То есть AI, искусственный интеллект. AI мы еще поговорим, реально, все стало намного круче. Так. И вот. И я уж был хотел сказать воздух свобода, но нет, еще один таракан. Да. Мерзкий. Слушай, ты знаешь, что представь себе, что на самом деле это все страшный сон домохозяйки 2077 года, который заснул и видит себя борящийся с тараканом. Какой альтернативный сюжет. Что вообще происходит? Ящик пропустил, эй! Вот, собственно, мы вернулись. Ни в коем случае, да, не пропускать. Та дверь, которая была заперта в начале. Слушай, по сравнению с другими волтами, которые были в предыдущих частях, это, конечно, какая-то каморка. Это да. В общем, над нами опыт поставили жестокий. То есть, смотри, опыт поставили, жизни лишили, ядерную войну устроили, еще и жену убили, ребенка похитили. Надо мстить. Ты знаешь, я играю в эту игру почти 20 часов. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я наступил на таракана. На гигантского таракана. Ночью на кухню пошел чайку попить. Такой, ой, я наступил на таракана, дорогая. Вызывай свод. Вызывай ОМОН сразу, знаешь, такое просто. Ну и тут мы видим труп и находим... Та-дам! Он.
В общем, ребят, это вот то, ради чего я заказал себе коллекционную версию Fallout. Она, естественно, ко мне придет неделю через 2, потому что мы в России живем, да? Вот, но там есть точно такой же пластмассовый пип-бой, в который можно вставить мобильный телефон. И пользоваться мобильным приложением. Опять, детальки-то, что он протирает пыль вот, с конечно, экрана. Ты посмотри, сейчас он прям руками будет перебирать все вот эти вот приборы. Там, да, они полностью радио. продумали его интерфейс. Раньше мы просто переносились в экран пип-боя, теперь щелкать по нему одно удовольствие. То есть, действительно, это, знаешь, такое вот совмещение компьютера БК-0010 и какого-нибудь секретного там аппарата советской там телеметрической радиосвязи. Это ранние эксперименты Джобса. Да, вот так себе Джобс видел iPad там в 84-м году из серии там, да. Ну и, наконец, протеряв пыль с пип-боем, мы нажимаем заветную кнопочку и готовимся выйти наружу. Обратите внимание, пип-бой теперь хакает устройство. USB-шник подключил? Да, таким ламповым. Ламповый USB-шник. Да. И на 7 камнях. Потрясающая музыка. И свет прекрасный. Слушай, ну вот выход сделали просто потрясающе. Чем реально поражает новый Fallout, это количество каких-то колоссально мелких деталей. Ты можешь 90% не заметить. Сейчас просто отвернуться в сторону и смотреть, не знаю, бой свой новоявленный. А нет, тут ты целую сценку разыграли с механизмом и свет. Вот он, откатился. Но все-таки не тот Волт. Ты понимаешь, вот ты сбегаешь как будто из холодильника какого-то, не из настоящего Волта. Не житель ты, чужой ты человек. И вот эта тема чужого человека в чужом мире, она, честно говоря, пройдет красной нитью через всю игру. Ну, она ожидает, что там будет сейчас поверхность. Шиш! Только лифт, да, мы помним, что на лифте спускались. И теперь мы отправляемся на поверхность. Вот перед выходом можно или внешний вид поменять. Ну, напоследок, опять же, можно сделать негра страшного, изменить свои параметры. Да, если что вдруг не понравилось. И ты помнишь, да? Самое главное, ты помнишь, из какого мира мы приехали сюда. Эти домики, эти поля и так далее. И во что мы едем сейчас. Да, на самом деле это новшество, опять же, такой необычный ход для Fallout, потому что прошло слишком много времени, да, по сравнению с другими играми серии, и поэтому здесь непривычный постапокалипсис, невыжженная пустыня. Мы видим несколько другой постапокалипсис. Мир, который начал приходить в себя. Глянь, Петька, как человечество-то вперед в будущее ушло. Даже помойку теперь не обсирают, а просто ссут. Извините, пожалуйста. Красота. Новый мир. И, кстати, вот это Иоанн Зур, который писал главную тему к Fallout, с ним было большое интервью по поводу главной темы новой, переаранжировки. И вот он очень много говорил про то, что он хотел, чтобы в музыке почувствовалась, собственно, тема новой жизни, нового начала. Вот когда ты выходишь из Волта. И это, собственно, то, о чем Саша говорил раньше. Большое отличие этого Fallout, да, от предыдущих, от того, что ты человек, у которого была жизнь, и ты начинаешь новую жизнь уже в другом времени. Ты не герой с нуля, ты герой с каким-то еще своим собственным багажом, и это будет очень важно, кстати, в прохождении. Что? На самом деле, вот этот новый мир, ты знаешь, каким бы он новым не был, но любой, я думаю, житель нашей страны рано или поздно в каких-то районах нашей большой родины так или иначе видел подобные пейзажи. Да. И тем и мил Fallout русскому сердцу. Играя в Fallout 4, я на самом деле постоянно вспоминаю выступление Тодда Говарда на пресс-конференции на этой E3, который вот говорил, что они настолько заморочились с деталями, что каждый уголок этого мира, он сделан вручную. И вот это можно увидеть уже здесь. Вы идете, видите, да, различные там скелеты валяются, кто-то вот не добежал, да, кого-то накрыло машиной. А подожди, это эвакуатор, кажется, вот с парковки кого-то увозил неудачно, да, по-моему. То есть, вот,
Ты знаешь, вот лично для меня это сводится ровно к одному. Такой концентрации количества деталей на 1 квадратный метр я не видел ни в одной такого масштаба игры. И если вы думали, что это только вот начальная стартовая локация, ничего подобного. Нифига. Ты исследуешь, там, ходишь просто по разным заброшенным домам, поднимаешься, там, не знаю, на 5-й этаж офиса и видишь там, например, сейф, на котором 2 трупа, и они боролись за жизнь. То есть явно кто-то что-то пытался забрать. Да. Драма такая вот, которая параллельно разворачивается. И, в принципе, проходя просто по игре, по коридору, ты можешь это не заметить. Знаешь, чем для меня закончилась эта история с кучей деталей? Тем, что из 2 стартовых локаций я выбирался 10 часов. Ровно потому, что я хотел исследовать все детальки, почитать все дневники, найти там все пишущие машинки, посмотреть на все эти трупы, в конце концов, загадочно. Ну, вот, например, мы видим компьютер, в который воткнут нож. То есть явно что-то неспроста было. Да. Человек прочитал плохую новость в интернете 2077 года. И явно такой, там, как опять там, не знаю, с Динамо проиграл. И тут ядерные взрывы. Ну вот это все те люди, которые не добежали, которых не пустили. Которые стояли тут, толпились и ругались. Толпились. Ну вот, наверное, первая, да, эмоция, которая у меня была, блин, как красиво. И вот это то, о чем мы говорим по поводу постоянно меняющегося мнения. Потому что когда ты начинаешь играть в Fallout 4, ты думаешь, господи, какие устаревшие модели персонажей, какие убогие анимации. Первый раз, когда ты видишь человека... Что за 2007 год? Первый раз, когда ты вступаешь с кем-то в диалог, ты видишь персонажа, ну, до этого поиграв на Assassin's Creed и другие современные игры, ты понимаешь, господи, кто такую анимацию делал? Верните мой 2007, но не в таком виде, пожалуйста, да? Ну, потом, когда ты наконец-то попал в мир, ты понимаешь, что главный герой этой игры, это, в общем-то, не все эти персонажи, даже не ты, а это мир вокруг. И так было всегда. Да, и так вдвойне сейчас, потому что, ну, вот за первые 15 часов, я не знаю, я встретил, наверное, 7 персонажей. С которыми более-менее можно было перекинуться парой слов. Но при этом открытый мир, вот эта вся локация, они так менялись, они так постоянно меня удивляли. Реально, словами это сложно описать. И опять же, обратите внимание, вот то, что сейчас мы идем, лесок, горная речушка, все это, ну, реально отдает Скайриму. Слушай, ты знаешь, запах Скайрима в этой игре, он, в принципе, разносится далеко там за монитор. Потому что дальше мы дойдем до интерфейса, не знаю, до брони, до каких-то там нюансов по прокачке. Вы знаете, в принципе, Fallout это всегда была достаточно простая для понимания ролевая игра. Да? То есть вот у тебя есть броня, ее нужно надеть. Если есть броня плюс 1 от твоей брони, нужно надеть эту, а ту выкинуть. Сейчас все не так просто. Ну и, в общем, мы возвращаемся в наш город, Sanctuary. Даже не город, я бы сказал, поселок. Поселок. Ну, это город американский, обычно маленький. Поселок городского типа. Да, и видим... Опа! Узнаете? Мы вернулись домой, и тут наш садовник. As I live and breathe. Oh, it's really you. Codsworth. What happened to the world? The world, sir? Well, besides our geraniums still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much... Он нас стриг пытается, просто как английский дворецкий настоящий. Maybe you saw them, armed, wearing strange outfits. Only Miss Rosa's boy running around in his Halloween costume more than a week early. I swear, the nerve of that woman leaving her brat unsupervised. Ha ha, not like this family, sir. You and the missus have always been such a responsible couple. Oh, where is she, by the by? She's in a better place. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you... It's... Codsworth, listen to me carefully. Have you seen him? Have you seen Sean? Why, the missus had him last, remember? Or perhaps she's gone to the Parker residence to arrange a play date. I'm sure she'll be back with him momentarily. Sean's been kidnapped.
But I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little, for the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. Он нас еще стебет, козлина. Ну, слушай, это же настоящий дворецкий. Он должен проявлять чувство юмора. Вот интересно, чувствуют роботы, которые... 210 плюс-минус, говорит. Несколько месяцев. What? Food? Yeah, sure. I need a minute to think. Then I'll be right back. Самое удивительное в игре, это что робот — это не единственный человек, который тебя еще помнит. То есть это очень классный момент в Fallout. Ты человек, который живет двумя жизнями. Своей новой и той жизнью, которая когда-то была до взрыва. Но в этом мире тоже есть некоторые, назовем их так, существа, которые жизнь до взрыва помнят очень хорошо. И некоторые из них помнят даже тебя. Не будем спойлерить, но будет интересно. Ah, here you are, sir. Now, I've been thinking, if something is amiss, your loved ones may simply be hiding from the Red Menace. Понимаешь, вот эти чертовы хлопья хранил 200 лет, что ли? Да. The Red Menace? Why, the communists, of course. И русских приплели, конечно. Какая же ядерная угроза без проклятых коммунистов? Codsworth, buddy. I don't think the Reds are going to be a problem anymore. I have an idea. Let's search the neighborhood together. After all, the Mrs. and young Sean, they're my family too. Codsworth, are you sure you're holding up okay? Oh, sir, it's been just horrible. 2 centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Oh, nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car! How do you polish rust? What do you know, Codsworth? I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. A holotape? What's on it? I believe it's a private message for you. My etiquette protocols would not permit me to play it for myself. Any standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that Pip-Boy on your arm. That should work brilliantly. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The Mrs. and young Sean may turn up yet. All right. Lead the way. Proud to serve, sir. Ну и теперь, после душевной беседы, Кодсворт предлагает нам прогуляться по округе. Экскурсию по родным, некогда родным краям. Ну, знаешь, в принципе, отлично асфальт, они по Америке кладут, если через 10 лет ничего не поросло. Hello такое, знаешь. Подожди, он сильный, как стоит. Ой, господи, тут еще и пчелки летают. Наш садовник. Я думаю, Космос сейчас, короче, быстро избавится от паразитов. Черная кошка, метка банды. Codsworth. Сенсоры уловили движение. Идем, конечно. Don't worry, my search protocols are on full alert. Ты знаешь, я все-таки жалею о том, что вот они мало показали Америку 2077 года.
better fight then. Да? Так мочи давай его дубинкой. Зачем? У нас есть садовник. Наш садовник тупой в углу где-то спрятался. Нормально у нас садовник. Да, вот. Давай, дубиночку. И ты патрон на нее решил тратить. Эй. Господи, что происходит? Яичница погорела, что ли? Я не понял. Так, кажется, больше паучков тут нету, всяких жучков. Hey, Codsworth. The missus and young Sean, they aren't here. Робот сохраняет оптимизм. Come on, Codsworth. I need your help. Where can I go? Well, you could head into the city. Concord is nearby, but the people there are as put together as I am. Thanks for your help, Codsworth. Good luck, sir. You'll find young Sean. I know you will. I shall remain here. И вот он нам подсказывает, что по соседству есть город Конкорд, в который, наверное, нам стоит отправиться. Ну, опять же, город в мире Fallout — это такое весьма условное понятие. Это просто место, где живет куча людей. Как, неважно. Тут уже, на самом деле, это первая локация, на которой можно залипать. Вы можете... В общем, 10 часов можно провести прямо сразу здесь. Да, не 10, но первые несколько точно. Можно облазать все дома, найти там потайные всякие сейфы, записочки, документы, какие-то дневники, какие-то просто картины посмотреть, просто как дом оставили люди, где лежит череп, где лежит тело, какие вещи разбросаны, свою историю какую-то придумать из этого. То есть, понимаешь, вот на мой взгляд, вот они сделали потрясающую вещь в новом Fallout. Они создали мир, может быть, не настолько большой, как в Skyrim. Они сделали графику, может, не настолько крутую, там, как в Ведьмаке, но детали на каждом просто метре этого пространства настолько классно проработаны, как вот до этого я, наверное, не видел ни в одной ролевой игре. Простая история. Вы находите компьютер, там, некогда наркоторговца такого локального, который в маленьком городе толкал, у него из разных городов есть должники, но суть в том, что здесь он говорит, что вот есть такие скряги, которых на самом деле все нормально с баблом, и они его хранят там в тайнике. И ты знаешь только имя этой семьи. Начинаешь бегать по домам, искать таблички семей на почтовых ящиках, чтобы найти это место. Не находишь, что интересно. Потом ты знаешь, что они восстанавливали машину там определенной марки. Пытаешься найти, что же это за машина такая. Тебе не знакомы марки машин в мире Fallout. Но спустя 10 часов или там 15 ты попадаешь на фабрику, которая делала этот автомобиль, и там в вестибюле видишь, как она выглядит. И после этого ты можешь уже вернуться в начальную вооруженный локацию. знанием. Да, вооруженный знанием, вернуться в начальную локацию и попытаться найти этот тайник. Тут очень круто сделаны все эти моменты возвращения обратно. Заметь, самая первая локация, где мы оказались, Волт 111, да? Там он сразу говорит, главный персонаж, я должен сюда вернуться. И у тебя где-то на корчик должно записаться, что через 20 часов, может быть, если я научусь взламывать замки и разовью там свои скиллы, о которых мы тоже попозже поговорим, до определенного уровня, я сюда вернусь и обязательно все решу. Так, это кто? Что-то какие-то неинтересные противники. Да? Ой, вот видишь, вот вред Ватс. Вот тебе неинтересно. Не, боевка очень красивая, и пока что она даже еще как бы не вступила, так сказать, в свое владение. Вот у нас здесь есть отличное приготовление пищи. Вот это лучшая, короче, вещь. Это вот кулинарный стол. То есть дело в том, что теперь всякие стимпаки там и прочие вещи, увеличивающие жизненные силы, стоят дико дорого. Вот, а денег все время резко не хватает. И поэтому приготовление пищи... Раньше мы как смотрели, игуана на шпажке, как смешно. Сейчас это нифига не смешно. Если вы где-то нашли мясо игуаны, обязательно бегите к котлу, варите его, перчите, солите. И оно будет восстанавливать энергию жизни и все остальное в 3 раза лучше. И это реально важно во время боев. Да. То есть раньше как мы делали? Мы питались, не знаю, подножным кормом на ранних уровнях, а на позднем уже стимпаками вкалывались. Да. Сейчас не так. Все не так. Любая... Не, я думаю, ближе к концу игры все равно стимпаки будут рулить, но... Естественно, будут рулить стимпаки, короче, и Power Armor, то есть энергетическая броня, но на первых стадиях приготовить игуану или там отбивные какие-нибудь собачьи, это, мне кажется, милое очень дело. В общем, не пропускайте такие точки. Опять же, в каждом доме вы найдете кучу деталей.
То есть каждый дом уникален. Реально, без шуток. Вот, и мы отправляемся через мост в соседний город. Ну, слушай, вообще за 200 лет неплохо все сохранилось. Почти целый мост. Да, памятник стоит. Да нет, на самом деле здесь еще недавно жили люди, потому что там стоит пункт для готовки еды. И вот мы видим кто. Тут главное понять, что 200 лет прошло, и поэтому очень многие локации заново люди обживают. И не все из них выживают. Например, мы видим, что здесь жил рейдер. И поэтому ты решил обобрать его до трусов. Да, и его загрызла собака, которую он убил вот трубой. Я говорю, то есть здесь вот постоянно такие истории, то есть именно ты воссоздаешь события, просто глядя на картинку. Это очень приятно. Справедливости ради, в предыдущих Fallout'ах тоже было примерно такое же, но встречалось в 100 раз меньше. 100 раз. Я никогда не забуду сцену из третьего Fallout'а, как я вижу просто машину, такую огромную, знаешь, такую, стоящую на горе, на прекрасную долину открывающийся вид, и на багажнике машины лежит 2 трупа. Я так понимаю, что мальчика и девочки, которые поехали на романтическое свидание, легли на капот. Первый наш друг, так сказать, в этой игре. Ну, да, знаменитая сцена с собакой, которая играет на автозаправке и подходит, смотрит на нас жалостливыми глазами. Hey, boy, what are you doing out here all by yourself? Прелесть. You lose your owner, buddy. Ну, короче, любая игра с собакой — это автоматически плюс 2 балла. Okay, then. Let's stick together. Ну, Dogmeat это... Это культовый персонаж вообще вселенной Fallout. Это собака, которую мы могли встретить в самом первом Fallout'е. И, знаешь, существовал даже специальный клуб Dogmeat. Это как можно дольше сохранить жизнь этой собаки, потому что она поздно все время убивали. Так вот, в новом Fallout собака отлична, она неубиваемая. Ее можно максимум только ранить. How you doing, buddy? Hey, boy, you know any tricks? Вообще, можно знаешь, попросить ее сделать трюк. Сидеть, стоять, служить. Over here. Head over there. Move here. Here. Ты знаешь, вообще, я считаю, что собака, особенно такая крутая, как немецкая овчарка, это вот отличный символ любого постапокалипсиса. Go there. There. Move out. Get him. Ой. Over there. Так. Пса травить. Да, и вот вылезли крысы. Кротокрысы. Ну, сейчас мы их из пушечки-то. Мне нравится, даже, знаешь, уничтожение какой-нибудь постылой крысы все равно показано таким пафосом. Да, и вот обратите внимание, они бери очень лучше быстрые. ломик лучше бери в руки. Ты знаешь, вот с этими лучше в ближнем бою. И кинематографически крысы. Очень, кстати, подняли здорово уровень анимации прям шикарный стал, конечно. Ну, уровень работы с камерой вообще выглядит очень здорово. Ну и, короче, собака наш верный спутник, потому что она делает очень важную вещь. Она отвлекает врагов и, в общем-то, помогает в битве. И будет много моментов, где вот реально в последний момент, когда вы уже подыхаете и на вас мчится какая-нибудь тварь, наш верный друг просто берет его, перехватывает, задерживает, чтобы вы успели себе вколоть стимулятор или там что-нибудь сожрать. Реально, это очень крутой спутник. Ну и еще его можно просить разведывать что-то, приносить предметы. Это на самом деле не так полезно, как кажется, ну как они рекламировали, потому что, ну, чаще всего он просто ничего не находит, либо приносит, ну, то, что ты бы и так взял, там, винтовку, например. Либо начинает внезапно лаять собака, и ты такой, пес что-то почуял. Ты бежишь за ним, а он почуял там стимпак какой-нибудь завалявшийся. Ты знаешь, кстати, к вопросу о дружбе с собакой. У меня пару раз бывали такие моменты, когда мы проигрываем уже финальную битву, остается финальный выстрел, и тут я понимаю, что собаку убивают. И я бегу и последний стимпак вкалываю не себе, а другу. Да. А стимпаки здесь дороги. И вот обратите внимание, опять же, по проработке и деталям окружения,
здесь мы видим крысиный яд. То есть на заправке еще до войны была проблема с крысами, и если мы будем внимательно исследовать окружение, помимо различной рекламы смешной, мы еще узнаем, что под этой заправкой есть пещера с тайником, куда прежние владельцы скидывали отходы, чтобы избежать проверок и штрафов. И найдем благодарственное письмо от проверяющей компании, что владельцы этой заправки, они вот за экологию. Да, ну, в общем, неудивительно, почему там крысы завелись, потому что если весь хлам сбрасывать в подпол, рано или поздно кто-нибудь заведется. Да. Но смысл, да, в том, что крысы эти и так там жили, но они скидывали туда вот эти отходы, и они мутировали еще, в общем-то, до воздействия... Крота крыс. Ну, благодаря радиации, да, они еще мутировали. Ну и, собственно, естественно, мы узнаем всю эту информацию из компьютера. Ты знаешь, вот ты раньше говорил о том, что тебе не хватает больших диалогов сейчас в Fallout. Но вот то, что меня вот на старую ностальгическую волну настраивает, это чтение старых добрых записей в компьютере. Да, возвращаясь, собственно, к той истории про Розу, у которой есть тайник, вот в этом компьютере мы узнаем, что они восстанавливали красную Корвегу. Но прежде чем мы поймем, что такое Корвега, что это за марка автомобиля, нам местные нужно... Жигули. Да, нужно добраться будет до фабрики и увидеть, как она выглядит. Вообще, вот ты знаешь, ты ностальгировал по длинным диалогам в Fallout, которых сейчас нет. Но вот весь твой любимый Fallout с тысячами километров текстов, он, конечно же, здесь, в компьютере. И опять же, да, в различных местах есть дневники, которые все оканчиваются, ну, где-то 23 октября, собственно, когда началась атака. И никого не стало, примерно. Да. Вот этим они заканчиваются. Это, в принципе, все было уже в Fallout 3, но оно по-прежнему работает, по-прежнему это интересно читать, новые истории, беды различных людей. Ну вот последняя запись: заменили атомный генератор на Корвеге 73-го года. Ну, такая просто у людей рутинная жизнь была. Что-то карбюратор брахали. Да, и все. Записи оборвались. Как и жизнь. На самом деле, под прикрытием всех вот этих необязательных дневников, смешных человечков каких-то там, забавных рисунков, веселой музыки, которая играет у тебя постоянно, тебе показывают мир, которому случился лютый капздец. Вот. И понимание этих историй, оно зачастую может остаться просто где-то за бортом. Но если вы хотя бы просто оглянете по сторонам, в какой-нибудь непримечательной локации, такое откроется, что страшно говорить. Ну вот мы нашли химлабораторию, в которой... Можно химичить. Химичить, реально. Создавать гранаты, инъекторы различные. Уникальный наш герой, смотри. И готовит все шикарно. Собачьи отбивные прекрасные. Там. Тушеное мясо от таракана, например. Да? Вот в химлаборатории ему только дали, он уже готов гранаты собрать. Но он не готов, ты не можешь, потому что у тебя, если видите, справа написаны требования, и среди них есть, собственно, скиллы, которые нужны. Мы еще до этого дойдем, но прокачка должна быть здесь очень осознанная. То есть вы развиваете персонажа так, как, ну, с оглядкой на то, что вам нужно в игре. На самом деле, вот этот момент, то, что герой все умеет, он, ну, как, знаешь, несколько меня смутил. Причем, ну, ты такой, типа, 200 лет проспал, вышел и такой, давай жарить. Мастер на все руки. Да, мастер на все руки. Мне кажется, это все-таки несколько выбивает из атмосферы. С другой стороны, он военный, типа, должен быть... Ну, умеешь выживать, пушку держать умеешь. Ну, то есть, ну, все равно... Гранату собрать, опять же, из соплей и палок, да? Это возвращаясь к разговору о том, что волкбилдинга, как такового, погружения, да, там, во вселенную Fallout здесь нет. Игра предполагает, да, что ты уже все знаешь, играл в предыдущие части. Типа, чувак, ну ты и так все знаешь, вот давай вперед, мастери тут всякое, это новые возможности. Вот тебе фан-сервис на 400 часов. Вот, например, у нас есть верстак для создания брони, который я, кстати, искал, я забыл, что он здесь. Он мне нужен очень. Здесь, да. Самое полезное место, да, это барбекюшница. Место приготовления. Кротокрыса можно зажарить там себе. Биточки какие-нибудь из него сделать. Да, вот. Из собачатины отбивную. Очень. Кстати, вот это звучит, может быть, кощунственно, а в бою, поверьте мне. Собачатина какая-то. Идет просто вот как чипсы. Ну ура, да. Я не собрался крысятину. Да, крысятину. Давай потушим, пойдем. Кстати, обратите внимание, что трупы в игре остаются, и даже если вы спустя несколько игровых дней вернетесь в ту же локацию,
трупы, в которых вы не обобрали просто до нитки, будут лежать на том же самом месте, где вы оставили. То есть, если, условно говоря, не хватает у вас времени собачать на себе тащить, вернитесь через пару дней и забирайте. Что приготовил сегодня на обед? Крута крысина. Отлично, с перцем. Конечно, немножко, непривычно то, что все названия переведены на русский язык. Особенно ядер-кола, Нюка-кола. Да, нюка-кола. Ребят, да, зачем? С другой стороны, если вы прям такой вот любитель и стать, переключайтесь на английский язык, это можно сделать. И играйте. Также у нас есть оружейный верстак, где можно апгрейдить оружие, но об этом потом мы поговорим, потому что сейчас у нас ничего нет. Все равно. Также у нас есть мастерская, и о ней мы тоже поговорим, но позже. Так же, как и об вот этой станции обслуживания брони. Чуть-чуть попозже. Давайте пойдем дальше. Вот здесь у нас слева статуя Минутмена. Минутмены — это такие специальные добровольческие ополчения во время американской гражданской войны, которые собирались из добровольцев. Исторический символ, да, штатовской войны за независимость. И, в общем-то, эта статуя стоит там не просто так. Почему, будет понятно скоро. Ой, ой. Это он изжился. Комарики. Комарики, переростки. Слушай, ты знаешь, что удобно в этом комаре? Его убить относительно легко, относительно нашего комара современного. Такой, если зажужжит, точно, знаешь, не промахнешься, если будешь бить. Хоботок. Отлично, хоботок — это полезное в хозяйстве. Наверняка вкусный. Я уверен. Пошли обратно, его пожарим. Вот, мы добрались до первого города. Забегая вперед, скажу, что здесь практически никого нет. То есть это реально мертвый город. Тем не менее, здесь есть что обыскать. Здесь есть разные там тайники, сейфы и прочие локации, которые стоит исследовать. Кстати, вот обратите внимание вообще в принципе на пейзаж. Вот эта двухэтажная Америка, так ее назовем. Это, в общем-то, Бостон. И вот в таком нам придется жить. Колоссальная штука, которой нет в новом Fallout, которая была во всех остальных. В новом Fallout практически нет пустыни. И большинство локаций — это город. Да, это постапокалипсис, в который возвращается жизнь, поэтому если не город, то есть деревья, есть животные, но об этом немножко позже. А вода по-прежнему радиоактивная. Все по-прежнему радиоактивное. Ты знаешь, я вот тут читал недавно про Чернобыль. Это самое экологическое чистое место на Украине оказалось. Что 30 лет невоздействия человека, оно так позитивно повлияло на возрождение фауны в этом регионе, что там сейчас водятся медведи, которых 100 лет уже не видели. Вот, всем наука. И вот мы слышим выстрел, и идет явно какая-то перестрелка. Кто-то с балкона фигачит лазерным оружием. И, в общем, мы видим, что оно достаточно круто убивает рейдеров, которые копошатся снизу. Рейдеры, как мы помним, это самые такие вот мелкие бандиты. Самый противный человеческий враг. Их очень много, они дурные, плохо вооружены, но очень агрессивные. Ты знаешь, по правилам Fallout я привык действовать так. У кого лазерное оружие, с тем лучше дружить. И, в общем, мы видим гражданина, который дружелюбно настроен, отстреливался, он бросает нам лазерную винтовку, что для Fallout, опять же, непривычно. Обычно лазерную винтовку мы получаем спустя много часов в этой игре. И, в общем, Fallout 4, еще раз, он не пытается нас удивлять старыми какими-то приемами. Практически все нам дают сразу. Ты знаешь, Антон, мне очень стыдно признаться, но когда я первый раз оказался в этой локации, я попал в такую кашу. То есть слева шли рейдеры, справа шли рейдеры. И сейчас, с другой стороны, не скажу, кто шел. Что когда этот мужик бросил винтовку, мне было настолько не до нее, что я это вижу первый раз в жизни, я это проходил с пистолетом.
Да, вот еще отличный элемент. Всякий раз, когда ты начинаешь кого-то обыскивать, по старой фоллаутской привычке, что у человека? Ну, доспехи, оружие, ну и немножко еще крышечек бутылочных. Но только не Fallout 4. Здесь у каждого, даже самого мелкого персонажа, по 5-6 вещей в кармане лежит. Для чего это нужно, мы расскажем чуть попозже. Да. В общем, нам по заданию нужно идти внутрь здания, которое оказывается музеем свободы. Ну, внутри идет заваруха. Особенностью этой винтовки является то, что ее нужно заряжать вручную. Ручная зарядка. Да, долбя на кнопочку. И при этом лазерная. То есть... И касая. А, это что ж такое? Ну да, получилось со второго выстрела. Но не убили, смотри, у него еще осталось. Что перезарядить. Как обычно в Fallout полная эмансипация. Женщины, мужчины. Для винтовки никакой разницы нет. Вот такой трюк сейчас не всегда, кстати говоря, работает на Fallout. Потому что ВАТС — это не просто остановка времени, только его замедление. Да, и нас тут идет со всех сторон, на самом деле. Ты убегай в укрытие, что ты тут стоишь? А ты представляешь, как я все это пистолет не прихватил? Пойдем отсюда. Для начала лучше прятаться. Ну, опять же, любовь к деталям. Ты знаешь, вот в этом самом месте я вдруг первый раз в жизни понял, что Fallout, он чем-то неуловимо, но тоже похож на Bioshock. Или Bioshock на Fallout. Все эти проблемы с историей, с людьми, с историей Америки, с ретро-футуризмом. Классные игры всегда похожи. Шлем эти ящики обратно в Лондон, ребят, не нужен нам этот чай. Это просто замечательно. Ну, бостонское чаепитие. То есть начало американской войны за независимость. Бостонское чаепитие. Он нас не видит, воспользуемся этим. И вот это просто красота. Лазерная винтовка здесь испепеляет просто. И, конечно же, надо собрать 8 разных вещей. Так, ага, вот. Вот для чего нужны шпильки, наконец, в этой игре. Это честно. Учиться, а потом надо в конце. Так, сейчас... Офигенно проработана локация, опять же. Сейчас ты, кстати, находишься в так называемом еще стелс-режиме, то есть ты ползаешь. И вот красное внимание означает, что где-то рядом противник, но тебя все-таки не видно. Как ты их всех, да? Из укрытия. Эй, ну что ты, ну просто... Кстати, если нажать правый триггер, можно... Ой, сейчас нас грохнут. Да, как у него отлетело с головы. Так, во-первых, надо скушать что-нибудь. Где там были собачьи отбивные в кармане? Жареные тараканы. Жареные тараканы тоже. О, вкуснятина какая-то. Здоровье постановится. Так и прет, короче. Калории. Вот мы видим, что наш верный друг отвлек противника. Господи, лазерная винтовка под заводом. Да. За что я обожаю эту игру. Искусственный интеллект противника, он очень сильно спрогрессировал по сравнению с предыдущими частями, на мой взгляд. То есть даже в переговорах этих самых рейдеров ты теперь понимаешь вообще, что происходит, что они перегруппируются, что они прячутся, ищут вас. Или наоборот забили на поиск. Да, но здесь мы еще полностью этого не увидим. Но АИ очень крутой, то есть он даже по шутерным меркам стал намного более продвинутым, да, то есть суть в том, что, ну, боевка вышла на совершенно другой уровень.
все в голову. Тело стрелять, или так какой-то бросит. Мазила. Счастливый. Крепись там. Готов. Нет, как красиво вообще они разлетаются. Да, я же говорю, да, вроде как бы назвать игру супер красивой, ну, никак не получается. Но в очень многих моментах, ну, особенно связанных с природой, и в том, что касается эффектов, она, ну, просто потрясающая. Я бы не сказал, что эта игра красивая. Я бы сказал, что она эффектная. А вот для эффектности, знаешь, уже не очень важно. Она очень красивая, и когда ты бродишь по пустоши, по окружению, я не знаю, как назвать эту игру некрасивой, ты уж извини меня. Вот, в помещениях, да, как бы тут все по-старому. Можно намного лучше. Ну и вот мы доходим до первых живых людей, наконец-то. Man, I don't know who you are, but your timing's impeccable. Preston Garvey, Commonwealth Minutemen. Minutemen? So now I'm traveling backward in time? Protect the people at a minute's notice. That was the idea. So I joined up, wanted to make a difference. And I did, but things fell apart. Now it looks like... Who are these people? Just folks looking for a new home, a fresh start. I've been with them since Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. It's just me, the Longs, Marcy and June. That's old Mama Murphy on the couch. And this here is Sturgis. Hey. Ghouls? What are ghouls? Wow. Maybe? You really aren't from around here, are you? Nope. Ghouls are irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time, but they're still just people. The ones I'm talking about are different. The radiations rotted their brains, made them feral. They'll rip you apart just as soon as look at you. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one... Will it be enough to stop those maniacs? Sturgis, tell him. There's a crashed vertibird up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of cherry T-45 power armor. Military issue. What makes that power armor so special? A Westech internalized servo system, that's what! Inside that baby, super is the new normal. You'll be stronger, tougher, resistant to rads, and... get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? And I can use the minigun like a rifle? Don't see why not. It'll have a manual trigger. Just aim it at the bad guys and do the old spray and pray. Now, as for the armor, it's out of juice. Probably has been for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. So, what's the solution? What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Ну и вот, опять, да, с одной стороны, диалоги стали проще, с другой стороны, перед нами сейчас, ну, такая почти полноценная сценка, в которой несколько персонажей участвуют, чего в Fallout никогда не было. Да.
Раньше диалогов, собственно, по сути, не было. Был все время монолог, который ты мог как-то поддерживать. Сейчас персонаж по мере сил, естественно, участвует в происходящем. New guy. Hello. Но в принципе, в 90% диалогов его участие сводится к «да», «нет», «может быть» и пошутить какую-нибудь шуточку. Ну и при этом окружающие, да, актеры и, собственно, главные герои каждую фразу отыгрывают. Это, вот, мне кажется, тоже такой важный нюанс, потому что, да, как раньше, мне нравится больше. Hello. Anybody in there? Но они не просто так, мне кажется, сократили диалоги, они сократили, не значит схалтурили, а значит просто на другое усилие направили. Согласно последним исследованиям, 80% смысла говоримого ты воспринимаешь исключительно из жестов и поведения персонажа. Поэтому диалоги сократили, но зато теперь персонажи себя ведут хотя бы более-менее как люди. Hello. Can't be too hard. I'll see what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Компания отличная подобралась. Мужик в шляпе, ботаник, собака, непонятная баба. Нервозная, да. Еще самое главное, это матушка Мерфи. Ох, да. И еще, извините, забыл, еще можно небольшой спойлер. Бабка, которая сидит на героине и под ним видит всякие видения. Что важно, эти видения, они наяву. То есть они связаны вообще с сюжетной линией, связаны с другими персонажами, которые вы будете встречать. С ней, короче, не просто так. Вы там сможете потом накачивать ее различными веществами, а каждый раз ей нужен будет новый приход какой-то от другого и большая вещества. доза. И большая доза, да. Но за это она вам будет давать какую-то ценную подсказку, как поступить в некоторых местах. А все друзья матушки Мерфи будут вас за это осуждать. Говорят, что ты бедную старушку на наркотики, гад, посадил. Но опять же, если вы захотите это делать, вы не можете не делать. Ты знаешь, я пару раз сорвался, дал ей, короче, 2 дозы, но потом ко мне подошел мужик в шляпе и сказал: знаешь, у нас тут не принято вот так шаряться прям открыто. Я такой, ну ладно, хорошо, не буду давать. И, честно говоря, знаешь, у меня был такой дуализм. То есть, вроде хочется услышать, но и зло, не хочется делать, хуйня. Careful, kid. There's something coming. Sturgis. Wanna try? You can't do any worse than me. Вот нас Sturgis не может сломать компьютер, но мы-то проходили все Fallout и знаем, как делается взлом. Если кто не знает, как это делается, мы выбираем какую-то фразу, желательно с наибольшим первым выбрать количеством букв. Ну, на самом деле, это вариация на тему старой логической игры, которая называется «Быки и коровы». То есть надо выбрать фразу, и компьютер тебе подскажет, сколько в нормальном слове, который является паролем, схожих букв с этой фразой. Ну и дальше методом исключения перебирая все остальные фразы. А вот предыдущая строчка пробовал Dozen. Там реально много всяких разных букв, и все разные. Это одна есть. Так, ну, можешь любое другое слово щелкнуть, в котором есть те же буквы. Отгадали с первого раза, да. Но... Шерлок, все было легко. Надо было тыкнуть в любое слово, и рано или поздно вы бы отгадали. Вот. Ну, теперь нам нужно найти ядерный блок для того, чтобы включить Power Armor. И это, опять же, весьма необычно для Fallout, потому что Power Armor у нас фактически в начале игры. Так, и вот мы добрались до генератора. Здесь мы берем ядерный блок. Зарядку такую. Что это за компьютерный терминал? Ты же предлагаешь взломать.
is it? Не знаю, что за дверь. А, я понял. Это открывает нам дверь. Он открывает ту дверь, которая тебе... Да. Сюда, вот. Да. Ну и вот мы видим, на крыше валяется разбитый винтокрыл. И я не просто так говорил вам вначале, запомните этот винтокрыл, потому что вот он, спустя 200 лет валяется на крыше. И, собственно, сейчас мы узнаем его судьбу. Вот мы нашли тут полную ленту. Это такой MP3 файл образца 2077 года. И сейчас ее послушаем. Personal log. United States Army Staff Sergeant Michael Daly. This past Saturday, October 23rd, while en route to West Stockbridge, a vertibird crashed into the roof of this museum. The cause? EMP following nuclear detonation. Several, in fact. From the intel I've gathered, this was a global event. Ну вот из нее мы узнаем, что, собственно, ядерный взрыв и последующая электромагнитная волна его вырубила, и он вот упал на крышу музея, где, собственно, выживший солдат был вынужден бросить броню, потому что у него закончилось топливо. Нет, поразительно, все-таки Fallout из гигантской истории всеобщей катастрофы каким-то удивительным способом умудряется вот извлечь маленькие персональные личные истории и подать это в виде Ну, я бы сказал, что из этого вся игра строится. То есть, ну, на самом деле, глобальный сюжет в Fallout всегда пофиг. То есть, всю игру делают вот эти маленькие истории. Детальки. Да, детальки. Миллиард деталек, из которых стоит игра. И Fallout 4 повелитель деталей. Потому что, как мы уже говорили, тут в одной локации можно ходить 10 часов и не выполнить все квесты. Так, вот он момент истины. Наконец-то силовая броня, Power Armor. Мы вставляем туда ядерный блок. Слушай, вот круто Fallout 4. Вот круто, что он сам тебе показывает, как здорово будет дальше. Вот лазер выглядит так. Power Armor выглядит так. Нет, вы не думайте, это не до конца игры. Вам просто дают немножко заиграть. Вот, и очень круто сделано, то, что ты когда садишься в Power Armor, у тебя полное ощущение, что ты такой мех залез. То есть раньше штука был Power Armor, просто броня и броня, как все остальные, только очень мощная, да, которая силу повышает. А сейчас это настоящий роботизированный механизм. Мы оторвали миниган. Видим, что в городе на самом деле идет разборка. Опять рейдеры атакуют. Как собака злобно зарычит. Слушай, я предлагаю им на голову спрыгнуть. Вот теперь поговорим, да. Что там, рейдеры? Рейдеры? Рейдер, я здесь. Еще рейдеры. Знаешь, это очень обманчивое ощущение, когда тебе такое дают буквально через час после начала игры. Ты думаешь, ну, сейчас я всех, но... Как выяснилось, такое счастье ненадолго. Прыгай. Зачем прыгать? Такой стоишь в стиле Терминатора. С разбросом плюс-минус 3 метра, короче, но все равно все трупы. Поливаешь все огнем. Все нормально. Но похоже, все мертвы, и мы спрыгиваем вниз. Обрати, кстати, внимание, у нас Power Armor немножко уже покоцанный. То есть у нас там ножка побита, ручка сейчас вот-вот отвалится. Не новый. Не новый. Не из гаража. Что ты там,
Рейдер, иди сюда. Что ты испугался? Тебя он испугался. Ну, хоть рейдера жить-то хочется. Кстати говоря, вот при больших перестрелках и взрывах в Fallout сохранилась классная штука, как интерактивное окружение. Вот, скажем, загорелась машина, взорвалась. Ядерным маленьким взрывом. И если сейчас к ней подойти, если в ней был ядерный мотор, то у вас будет немножко еще шпарить радиацию. И тут... И, конечно же, самый страшный противник всех Fallout — это Дескло, коготь смерти. Он вдруг тебе появляется через первый час игры. Знаешь, это напоминает мне старую картинку, короче, из интернета. Дескло такой нарисован. Там, говорит, игрок начальный уровень. Пойду, говорит, представлю. Вечный страх просто любого покорителя пустошей. Кажется, в Power Armor уничтожается просто. Очень советую срезать мясцо, потому что шейка Дескло, приготовленная на углях с солью, восстанавливает тебе 300% здоровья сразу, так что не забудь. Такие кулинарные советы. Готовим дома. И готовим в пустоши. Кулинарная передача. Сегодня мы делаем легкие биточки из шейки когти смерти в панировке из кротокрыса. Лапка. Лапка? Лапка самая лакомая часть. Ее можно замариновать. Соусы, не знаю, из рад тараканов каких-нибудь. Подавать холодным. Обязательно с теплым пакетом, знаешь, крови. Тут есть одна из вещей, которой можно питаться, называется пакет с кровью. Знаешь, такой донорской. Ну и в принципе, знаешь, как дикие монголы, там в случае необходимости ты можешь высосать просто кровушку. Вот. Ну и тут, собственно, наступает главный облом, потому что... Ну, на самом деле, не главный облом, а, мне кажется, одна из самых интересных деталей механики Fallout 4. Дело в том, что Power Armor, как ни странно, нужен Power, чтобы быть Power Armor. Вот в этом заключается просто облом, который ты, как человек, который прошел все предыдущие Fallout, никак не можешь терпеть. Ведь броня, она же навсегда, а вот нифига. Это не броня, это робот. Ему нужна зарядка, ему нужно ТО периодическое. На него разве что на права не надо сдавать на вождение этим роботам. Да, и получается так, что этот армор вы можете бросить где угодно. У него очень быстро расходуется энергия. И после чего вы его бросаете, но потом вы можете вернуться, зарядить его и поехать дальше. У меня был очень смешной случай первый раз с Power Armor. Я иду такой, думаю, все, я непобедимый, теперь сейчас до самого Бостона всех просто поливаю. Передо мной 10 рейдеров. И тут такой... Shutdown sequence initiated. И вдруг я понимаю, что я вылазю из этого робота. На меня бегут 10 рейдеров, а у меня в руках пушечка. И я с криками убегаю, чертовой мать. Но спустя несколько дней я оказался снова на той локации, Power Armor по-прежнему стоял. Я его зарядил и в гараж. Ну, давайте вернемся к нашим друзьям, которые сидят в музее. You guys gonna be okay? Yeah, for a while anyway. We can at least move someplace. Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. One thing you should know about us, we help out our friends. So here, for everything you've done, thank you. What happens now? For the longest time, Mama Murphy's had a vision of a place called Sanctuary. Some old neighborhood, but one we can make new again. Why don't you come with us? I could really use your help. What would I need to do? You'd need to stay strong like you've been. 'Cause there's more to your destiny. I've seen it. And I know your pain. My destiny? What do you mean? You're a man out of time, out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. Where is my son? Where is Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just feel his life force, his energy. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The
biggest settlement around. What's in Diamond City? Is Sean there? Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk. It's gonna kill you. Ah, shush, Preston. We're all gonna die eventually. We need to keep moving. We need the site. And our new friend here, he's gonna need it too. Now let's get going. Sanctuary awaits. All right, folks. Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. It's not far. She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? And now you want us to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? It can hardly turn out any worse than... Everybody just take it easy. We're all in this together, right? So Marcy, you got a better idea of what we should do next? Anybody? Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Come on, June, it's time to go. Oh, okay. Ну и, в общем-то, бабушка говорит нам, что наш путь лежит в Даймонд-Сити, крупнейший местный город в округе. Столица так называемого содружества, то есть местного подобия государства. Почему подобие? Ну, это потом по игре будет понятно. Как обычно в послеядерном мире, просто все воюют со всеми, а кто-то решил это немножко легитимизировать, назвать содружеством. We paid to get this far. Let's move out. I'll take point. Stay close, everyone. We're right behind you, boss. Ну вот, в общем-то, мы оказались на улице, и, собственно, никто ни к чему нас не принуждает. Мы можем пойти дальше, как они нам говорят, в Даймонд-Сити. Но также мы можем сходить с ними обратно в Sanctuary, посмотреть, что будет. Да. Что интересно, что если мы пойдем с ними, то мы услышим массу таких живых разговоров между ними, которые как бы дополнят нам картину мира. Например, объяснят про статую Минутмена, что это было за движение. Вот ты знаешь, в этом смысле у Fallout есть какая-то черта, свойственная современному Assassin's Creed. То есть даже если ты, в принципе, не хочешь вникать в какие-то понятия, сможешь Минутмен, кто это такие, ты все равно возьмешь и почитаешь дополнительные материалы и поймешь немножко там о американской гражданской войне. Хоть и в альтернативном мире. Can't say I'm gonna miss this festering boil on the ass end of the Commonwealth. No offense if you're from here or something. You coming with us to Sanctuary? At least it's not raining. Where are we going, Marcy? Don't worry, June. Just stay with me. It'll be fine. Oh, okay.
I'm sure Preston can handle anything we find until we reach Sanctuary. Another day in the Commonwealth. Look at that. I think I just found my new vacation home. Your idea of heaven, eh, Sturgis? Could be some good salvage in there. Let's get to Sanctuary first, though. I think we're close. I'm always glad to see the sun come up one more time. Well, I'll be damned. It's the monument to the original Minutemen. I knew that was somewhere around Concord. That means this right here must be the Old North Bridge, where the first shots of the American Revolution were fired. I'd call that the best omen I've seen since we left Quincy. Yeah, I don't know what you're talking about, boss, but I'm glad you're happy about it. Да, и тут мы выясняем, что здесь началась американская революция. Что где-то в тех бухтах как раз и происходило знаменитое бостонское чаепитие. I'm glad you decided to come with us. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found for us. I think we could settle down here. Make it a place to call home. What do you think? So, do you believe in these visions she has? I didn't used to, but how did she know about this place? I think she has some kind of a gift. Best not to ignore it. I mean, look at this place. I really think this could be what we've been looking for. Yeah. I used to like living here. Before the war. What do you mean? Before what war? Are you saying... What do you think I'm saying? Well, that you're from before the war. The Great War. Like one of those old ghouls you sometimes run into. Is that true? Yeah, sort of. I was born over 200 years ago, but I was frozen or something for most of it. Just woke up a little while ago. Damn. Like one of those old pre-war ghouls. You say you were frozen. Anybody else make it out with you? My son. Somebody took him away while I was still trapped. I've been looking for him. Damn. I'm sorry. I hope you find him. Let me know if there's any way I can help. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind, but I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. There's still hope in there are Minutemen out there somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out the settlement? What kind of help do they need? Sounded like the usual, raiders. You'll have to get all the details when you talk to them. I'd be glad to help. That's fantastic. The Minutemen could use more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgis. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Ну и вот, собственно, на этом и заканчивается, так сказать, такая
пролог части, вступление. Да, вступление Fallout. Опять же, на самом деле она закончилась со смертью Death Knoll. Сюда нам уже было идти не обязательно, но мы хотели показать, собственно, механику игры, нововведения. Большая часть таких очень важных новых решений связана именно с городами. Power Armor, с которым нам нужно возиться. Суть в том, что Power Armor это теперь реально как машина такая. С ней нужно копаться в гараже, за ней ухаживать, менять запчасти. Нет, то есть, с одной стороны, пропадает какая-то легкость. Раньше как было, наделай порядок, ты свободен, но появляется какая-то романтика. Романтика полная. На самом деле ты возишься не просто как с машиной, а как с такими старыми «Жигулями». Вот, то есть здесь кардан барахлит, здесь сальники надо поменять, здесь новый спойлер поставить. И в итоге из вот старого корыта ты можешь создать себе такую убер-машину. Примерно то же самое с твоим Power Armor. Тут еще, кстати, у нас есть такой момент, Антон просто до этого нашел батарейки и вставил это в Power Armor. Вообще, по-хорошему, заряд у него кончается в самом неожиданном месте, где-нибудь, не знаю, на переходе через радиоактивную реку. Ну вот мы прошли всего лишь немножко, да, расстояние, и видите, уже практически полностью батарейка села, и, в общем, далеко на этом не уедешь. То есть вам нужно реально собирать топливо и ухаживать за этой штукой, и применять ее только когда это действительно нужно. То есть это ваше такое секретное оружие, с которым вы возитесь всю игру, но при этом вот одеваете, когда нужно. Не, это очень круто, на самом деле, что они так сделали, потому что теперь действительно у тебя появляется такой пиетет, такое дрожание перед Power Armor. Ты понимаешь, что это действительно очень крутая штука, которая требует колоссальных усилий. Потому что как это было раньше в Fallout'ах на последних стадиях. Передо мной еще 5 чуваков в Power Armor. Ну и ладно, сейчас расстреляют. Тут нифига. Это вот особая вещь. Вот. Так, ставь ее в гараж теперь. Да, теперь ее нужно поставить в гараж. Это станция техобслуживания. Здесь мы будем со временем обслуживать броню. Также у нас в этом поселении, да, вот наши друзья заселяются. И наступает целая череда, целая серия, ветка различных квестов. Ну, вообще, что мы ждем от героя, да? Что он сейчас начнет, не знаю, оборонять селение, там, убивать мутантов, там, ну, в крайнем случае, сокровища искать. Нет. Нет, первые часы вы проведете в этом селении. Ну, если вы играете Fallout так, как, ну, наверное, задумали разработчики. Да, то есть не бежите куда-то сразу там на квесты, а вот именно следуйте свою территорию. Это я реально очнулся, когда у меня на счетчике было 9 часов, потому что начинают сыпаться различные задания от персонажей, типа, а вот нам негде спать, построй нам кровать. Задание для героя. Да, в селении вот в этом есть режим, когда ты можешь разобрать вообще что угодно, что есть в этом селении, там заборы, деревья срубить. Дело в том, что сейчас, в принципе, любая вещь в мире Fallout, она не просто вещь, она состоит из некоторых компонентов. То есть любую алюминиевую ложку вы можете разобрать, например, на алюминий. Любую деревянную чурку вы можете разобрать на доски. То есть, условно говоря, в Fallout появилось то, что в онлайновых играх называется словом крафт. Да, но мне кажется, крафт выведен здесь на такой уровень, который не снился онлайновым играм. Почему? Потому что здесь практически вот, да, миллион вот этих предметов, которые всегда были в Fallout, в Skyrim. Теперь это не просто хлам. Теперь это часть экосистемы. Вы реально собираете все это барахло, тащите на себе до мастерской, там сгружаете. Это, кстати, очень удобно, потому что тебе не нужно микроменеджментом заниматься. Ты весь хлам сваливаешь, и потом, когда тебе надо, он просто, ну, там само все разбирается. Игра, кстати, в этом моменте очень честна с тобой, она сразу тебе в вещах говорит, это твое оружие, это твоя одежда, а это твой хлам. Да, но хлам этот реально нужен. Из него ты строишь кровати, при этом ты можешь вот зайти во все дома, там разобрать любую мебель, ржавые эти плиты, и все это превратить в какие-то полезные вещи. Look, we got a lot on our plate, and we've been on the run for weeks. We need food, water, shelter, you name it. Сначала ты строишь кровать, потом тебя просят построить насосную станцию для очистки воды. Насосной станции нужен генератор. Ты там начинаешь искать, что нужно для генератора. Ага, оказывается, там не хватает резины, не хватает меди. Начинаешь бегать, искать, где там телефон, чтобы из него медь достать, где там покрышки лежат, чтобы резину заюзать. То есть это реально очень круто. Это прям захватывает. Справедливости ради надо сказать, что если вы не хотите всем этим заниматься, можно просто дальше пойти на квесты, а весь хлам, который находится по пути, продать ближайшему торговцу. В общем, эту часть игры можно пропускать. Но не нужно, реально, потому что это отдельный кайф. Потом ты строишь генератор. Потом от генератора нужно протащить провода к насосной станции. Ты всем этим занимаешься, тебе постоянно чего-то не хватает, ты бегаешь по округе ищешь.
потом наши новые друзья начинают возделывать огород, и ты реально превращаешься в сволочь фермера. То есть реально идет 9-й час игры, а ты сажаешь кукурузу. Это, секундочку, еще раз напомню, мы про Fallout 4 сейчас рассказываем. Сажаем кукурузу. Да, причем работает схема, когда ты посадил кукурузу, потом собрал урожай и посадил еще кукурузу. Как марсиане. Да. Seems to be growing well. А еды все равно не хватает, и ты начинаешь уже ходить с утра позаранку в тумане по лесам, искать там различные ягоды, что-то вообще здесь тянуть, чтобы посадить себя в огороде. И тут игра начинает тебя удивлять в совершенно неожиданных местах. Например, я вот до сих пор не могу забыть, я вышел в лес с позаранку, такой легкий утренний туманчик, ищу там различные предметы, и тут олень пасется, и тут, как вот по правилам кинематографа, он поворачивает голову, и оказывается, что у него их две. И дальше мы стоим, смотрим друг на друга, он не шевелится, я не шевелюсь, а потом решаю сделать шаг, он пугается и убегает. Настоящий олень. Да. Это в Fallout просто непривычно видеть. Это вообще невероятно. Здесь появилась симуляция жизни, и это сильно другая игра. И становится это понятно только когда ты начинаешь вот прям детально в нее играть. К вопросу о том, что очень многие считают Fallout старомодным и так далее, и у тебя тоже складывается такое ощущение, когда ты начинаешь в нее играть. Чем отличается Fallout 3? You'd better keep your mouth shut about this place. Can't trust anyone. Более того, если вы думаете, что вам надоест на этой стартовой локации, да нифига подобного. Выясняется, что в Fallout просто дофига самых разных видов погоды. У вас может ядовитый красный рассвет такой. Кровавый. Да, может быть в тумане то же самое. Дымка, да. Он может быть пасмурным, он может быть грозовым. И все это выглядит просто восхитительно. То есть ты ходишь по одной и той же локации, тебя постоянно удивляет погода, ты просто этим наслаждаешься. У меня пару раз были такие моменты в игре, когда ты бегаешь по какой-то локации каких-то мутантов, а потом тебе надо возвращаться, и ты такой, вроде что здесь, а вроде нет. И понимаешь, что сейчас идет дождь, а тогда было солнечно. Это совершенно разные места. То есть, вот, знаешь, такая вот удивительная работа с цветом, гаммой, самой атмосферой, как бы это странно не звучало, каждой локации. Вот я такого в играх от Bethesda никогда не видел. Они все-таки были достаточно, Да я, честно говоря, ни в одной игре не видел. Опять же, тебя вот мелочи постоянно удивляют. То есть ты бродишь по лесу, увидел там какой-то фрукт, а он вместо этого выпускает ядовитые испарения. И выясняется там, что его на самом деле можно сорвать, но если успеть. Куча каких-то вот совершенно неожиданных вещей в природе. What kind of crops are you looking for? It doesn't much matter. Potatoes, mute fruit, corn, whatever you can get to grow. Fallout, понимаешь, это в какой-то мере идеал ролевой игры современной. Потому что о чем еще ролевая игра? Это о том, чтобы играть свою роль и изучать окружающий мир. Здесь и то, и другое сделано просто офигенно. Мир? Я не согласен. Вообще, ролевая игра несколько про другое, но в плане погружения, проживания альтернативной жизни в другой вселенной здесь сделано очень много шагов. Более того, вы восстанавливаете вот это поселение, ставите ему оборону, мастерите пушки, создаете различные мастерские. Потом вы ставите торговый пост, вы можете ставить здания, различные предметы. И это только начало вот этой части игры. Поскольку нам Черный Брат сказал, что давай возрождать Минутменов, собственно, вы можете по ходу игры именно этим заниматься. Вы приходите в другое поселение, решаете их проблемы, улучшаете репутацию там, после этого они присоединяются к вашей фракции. Вы их тоже можете оборудовать и, более того, налаживать экономическую связь между различными поселениями. И вот в этот момент вы понимаете, что прокачка Fallout 4, она вот совсем непростая, и для многих мелочей, для многих вещей есть свои умения. You helped us, so it'd be pretty ungrateful of us to turn our backs on other folks. If we want things to get better, we've got to start helping each other. So, we're in. You can count on us if you need help down the line. Thanks again, friend. Так, и, наконец, самая инновационная вещь, на мой личный взгляд, которая есть в Fallout, это новая система прокачки. То есть мы привыкли уже, что Fallout был изометрическим, что он был трехмерным, что система, которая называется GURPS, она действует. То есть у вас есть несколько скиллов, они прокачиваются. Теперь смотрите, как этот GURPS выглядит сейчас. Вроде ничего страшного, все как мы привыкли. То есть есть сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость, удача. То есть стандартные 7 талантов, которые не меняются на протяжении многих игр. Первое же изменение. У каждого из талантов есть развитие не на 5 единичек, как мы привыкли, а на 10. Уже интересно, да?
Во-вторых, мы помним, что всякий раз, получая новый уровень, ты получаешь новую звездочку, можешь ее вложить, например, в силу, таскать больше вещей, а если ты вложишь столько талантов, ты уже получишь перк на силу. Как теперь это сделать? Сами перки, вот та фирменная фишка Fallout, которая нам известна с первого там, по последние Fallout, она, по сути, сейчас отсутствует. То есть вместо перков у нас сейчас есть специальные умения, которые очень их напоминают, и даже иногда изображены теми же иконками. И вот эти самые умения мы можем развивать в зависимости от того, как у нас развиты основные параметры. Ну вот, допустим, возьмем для примера умение медик. То если мы не полное дубье, если у нас интеллект хотя бы 2, то мы можем взять себе перк медик, который поможет лечить себя, он на 40% там, успешнее, чем обычно. И таких перков здесь реально десятки. Причем, чем дальше, тем навороченнее. Вот, например, давайте вот с конца попробуем посмотреть. Вот, скажем, отличный перк запугивания. Во-первых, он требует прокачанный на 10 баллов харизмы. То есть это уже не кисло. Это на полигры как минимум проиграть, только ее и качать. Во-вторых, этот перк... Ну, кстати, нет. Можно довольно быстро. У меня уже харизма 6. Можно довольно быстро, но тебе при этом надо уметь и стрелять, и желательно таскать вещички. Поэтому вот этот баланс вечно будет тебя раздражать. Да, но суть в том, что на самом деле и перки, и скиллы, и вся эта громоздкая система, она сведена вот к этой табличке. И каждый перк, да, чтобы его получить, он опирается на одну из базовых характеристик. На силу, восприятие, выносливость, харизму, интеллект, ловкость и удачу. То есть система на самом деле не такая сложная. Есть у вас 2 харизмы, получи те перки, которые можешь открыть на 2 харизмы. Но всякий раз, когда тебе дают всего 1 звездочку, начинается такая классическая ситуация, такой жадный рыцарь. Так, мне развить интеллект и потом еще через 1 уровень получить вот этот перк. Или нет, слушайте, может просто силу развить, потому что я не могу таскать. Или бог с ней силы, давайте смотрим вот этот перк, я тогда всех перестреляю. И такая растерянность возникает всякий первый раз, как только вот ты открываешь эту табличку. В итоге, как для меня выглядел набор первых 5 базовых уровней. Я набираю уровень где-то за 20 минут, и еще 20 минут уже заранее планирую, во что я вложу эти очки, эти, а те. То есть вот как вот тот жадный еврей, знаешь, у которого денег нет, а он уже планирует, как дом купит, как жену найдет и так далее. Вот я вот смотрю и понимаю, что тут еще часов 300 мне впереди, но я уже знаю, что через 30 уровней я возьму себе там какой-то перк специального Иисуса и буду на 20% крепче, например. То есть, еще раз, развить на 100% персонажа можно. Даже об этом разработчики сами говорят. Если вы прям совсем расшибетесь в лепешку, потратите не 400, а 4000, наверное, часов, вы можете открыть все умения персонажей и каждый из них еще прокачать. Потому что у каждого из них есть свои еще уровни. Но вообще, для гармоничной, сбалансированной игры Fallout надо с самого начала решить, кем вы хотите быть. Либо ловким переговорщиком, либо громилом тупым, либо наоборот, там, суперботаником. И уже там в процессе выбирать, как тут балансировать своего персонажа. Но на самом деле еще очень многое ты понимаешь именно по ходу игры. Например, здесь есть перк «Местный лидер», который вот связан как раз с историей, с поселениями. И ты как бы с самого начала не сильно понимаешь, зачем он тебе нужен, но потом выясняется, что, например, в поселении нельзя построить мастерскую для брони, пока ты его не прокачаешь. И, соответственно, ты начинаешь думать, ага, сейчас мне нужно харизму до 6 прокачать, чтобы потом еще 2 очка потратить на местного лидера. Тогда я смогу штопать броню, да еще налаживать финансовые отношения между поселениями. Ну, то есть, все зависит от того, что ты хочешь делать в Fallout, какой твой стиль игры, и вот отталкиваясь от него, ты уже начинаешь в этой табличке разбираться. I sell armor for Old Man Stockton's outfit, based out of Bunker Hill. Been selling armor to smart wastelanders for years. The dumb ones walk away empty-handed, but they don't stay dumb long, if you catch my meaning. Ты знаешь, сейчас вот в современных играх есть такая тенденция, даже скажем модным словом тренд. Ты развиваешь не только своего персонажа, но и изменяешь мир вокруг себя. Ну, как, например, продает себя последний Assassin's Creed. Очень, кстати, здорово это делает. Так вот, Fallout, он не просто развивает персонажа, он к чертовой матери меняет все, что вокруг него происходит. Ролевой игры с такой глубиной изменения мира вокруг я не видел очень давно. Максимум, чего мы до этого могли добиться, это окей, теперь все хорошие, или окей, все плохие. Или помните, например, как тот самый классический квест в третьем Fallout, этот город можно взорвать ядерной бомбой, а можно спасти. Это был максимум влияния. Так вот здесь можно, похоже, изменить к чертовой матери вообще все. Да, ну то есть реально, теперь, если вы хотите, можно очень сильно заморачиваться с поселениями, действительно их менять, строить им оборону, ставить там турели. Чем более процветающее поселение, тем больше в нем заинтересованность окружающих. Со временем на нее начинают нападать рейдеры, потом супермутанты, и все это, борьба за выживание. На самом деле, атмосфере это прибавляет очков так серьезно. Теперь мы поняли, к чему нас готовила мобильная игра Fallout Shelter. Если ты сделал на каком-то месте что-то хорошее, то рано или поздно кто-то придет и попытается это отнять. Any idea how many raiders we're talking about? No telling, I'm afraid. This time there were 3.
but who knows how many are back at their base. Ну и вот, собственно, такое вот вступление. Да, это всего лишь вступление, это всего лишь базовые механики. Повторимся, чем дальше вы будете играть, тем больше игра будет удивлять. Вы отправитесь там по первому квесту, по пути еще соберете приключений. Но игра довольно жесткая. То есть сказать, что Fallout очень легкий, нет, убивают очень часто. Она требует от вас, чтобы вы уже соображали. Fallout — это как ролевые игры такого вот старого золотого времени, то же самое Bethesda, да? То есть ты выходишь в чисто поле, думаешь, что я крутой, мне дадут туториал, а тебе дают по башке, короче, говорят, начинай сначала. Да, и вот если помните, кто меня давно читает, смотрит, я когда ездил еще до выхода смотреть Fallout 3 на эксклюзивный ивент в Bethesda, там общались с Тоддом Говардом и остальными, я когда вернулся, журнал вышел с обложкой «Вашингтонский сталкер». Потому что прямая ассоциация вот того времени, да, 2007-2008 года, Fallout 3, это то, что эта игра очень, ну, по некоторым ощущениям напоминает Stalker. Так вот, Fallout 4 напоминает на самом деле-то его еще больше. Fallout 4 это тот сталкер, которым он должен был стать, но да, не стал. Да. Ну, тут все, конечно, в десятки раскручено, но по ощущениям реально вот схожие нотки, да, они еще усилились. Потому что я до сих пор понять не могу, насколько здесь все-таки проработана симуляция, но похоже, что она есть. Например, да, вот из Конкорда, из первого города, его немножко обошел, вышел там на полянку, и снизу возле контейнеров у меня тусовались рейдеры. Я решил туда не идти, вернуться в Sanctuary, тут вот заняться хозяйством. А потом, когда я туда вернулся, рейдеры были уже мертвы, а на их месте тусили тараканы. Похоже, что здесь реально работает симуляция. Может быть, это не сразу очевидно, но это так. Дальше больше. Например, в первом поселении тебе дают задание там убить рейдеров. Ну ты, как всегда, там час к ним пилишь. По пути встречаются различные заброшенные железнодорожные станции, гули дикие, которые как зомби. Ты приходишь к этому заводу, где тусят рейдеры, а оказывается, что он на самом деле в городе Лексингтоне, о котором как раз наш черный брат говорил. Я начал Лексингтон исследовать, оказалось, что там в подвале в подземельях куча гулей сидит. Потом подумал, ну их нафиг. Пошел по заданию зачищать рейдеров, которые сидят как раз на заводе по производству автомобилей бывшем. И пока ты их зачищаешь, да, вот казалось бы, тупо убиваешь. Кстати, очень сложно, потому что АИ реально очень сильный. Здание имеет такой Deus Ex-овский дизайн, там куча входов-выходов, там на крышу, сбоку. Из здания есть выходов, не знаю, 7, наверное. Мой классический трюк, когда ты прячешься просто с какой-нибудь бочкой и ждешь, когда охрана снова разойдется, вообще не работает. Мало того, что они теперь на страже, они вас постоянно будут искать, так я впервые в Fallout, я сколько Fallout'ов до этого прошел, я впервые видел момент, когда меня действительно как зайца обкладывали с разных сторон. Просто выкуривают, закидывают он гранатами. Он там сидит, гранату кидает, обходи слева, обходи справа. Сжигают разом вообще коктейлями Молотова, минируют, то есть там работают сигнализации, турели. Вот это на самом деле механика с поселением, то что вы ставите турели, там выставляете ловушки, враги делают то же самое. То есть вы приходите на какую-то локацию, а там такая обезьянка сидит с барабаном, и ты такой думаешь, что за обезьянка, а пока ты думаешь, в тебя уже летит коктейль Молотова. Слушай, сейчас у меня эти обезьянки, они такую паранойю в игре довели, что всякий раз, когда вижу обезьянку, она начинает так жутко поднимает голову, зажигаются глаза, и она так только свои вот эти тарелочки возводит. Я сразу ей просто в голову стреляю. Да, аналогично. Ненавижу чертовых обезьян. У меня то же самое. Мало того, что ты их там, да, расстреливаешь, ты еще попутно, читая компьютеры и прочее, узнаешь, что они на самом деле рейдеры-то очистили этот город от гулей, поэтому они сидят в подвале. И даже через канализацию к этому заводу идет туннель, в котором там стоят пулеметы, и когда ты начинаешь этих рейдеров крошить, мочить, отключать через компьютеры там различные, да, оборонительные системы, что происходит? Гули врываются на этот завод, и ты вроде как и выполнил квест, но на самом деле изменил экосистему в этом конкретном районе. И позже, когда я вернулся в Лексингтон, гули уже гуляли по улицам и реально меня там сожрали. Кстати, отличный способ действительно влиять на экосистему. Это просто стравливать друг с другом две фракции. Ну еще, кроме того, боевка безумно красочная. То есть Fallout 3
тоже все было неплохо, но не настолько. Здесь вот просто каждый более-менее крупный бой — это масса спецэффектов, взрывающиеся машины, бочки с очень крутыми эффектами. То есть боевка реально ожила во всех отношениях. И противники живее двигаются, ловят пули, действуют, и с визуальной стороны все громыхает, сочится красками и спецэффектами, оружие неплохо ощущается. В общем, прогресс просто драматический. Одна из первых миссий, которую мы получаем буквально через 2 часа игры, вот мы сейчас ее получили, это добраться до Даймонд Сити, то есть до столицы вот, местного содружества, местного государства. Ну, я думаю, мне игру надо пройти побыстрее, как-то посмотреть, что там по сюжету, тут я потом переиграю, отвлекусь. Так вот, от стартовой зоны до Даймонд Сити я тащился часов 10. Ровно по той простой причине, что сунулся в одно место. Блин, рейдеры слишком сильные. Ладно, дождусь ночи, обойду. Идешь ночью, черт, гуля, они тебя по запаху вычисляют. В итоге чем-то закончилось у меня. В какой-то момент я уже прошел половину территории, добираюсь до побережья, сейчас надо переплыть. И тут толпа гулей. 15, наверное, штук. Бежит на меня, прям просто на меня. Я понимаю, что надо убегать, я просто с ними не справлюсь. Я разворачиваюсь, дальше как в смешной комедии убегаю от них. И на кого я нарываюсь? Правильно, на толпу рейдеров, которые идут мне навстречу. И дальше происходит просто, знаешь, как в ковбойском боевике. С одной стороны начинают стрелять, с другой стороны начинают реветь и бежать. Падаю просто вниз, еле-еле прячусь за какой-то бочкой. Сижу за ней минут 5 реального времени, когда выстрелы затихают. Потом выглядываю, смотрю. Отлично, остался всего один недобитый рейдер. Миссия закончена. Да, и вы постоянно идете через эти городские кварталы, постоянно вы видите совершенно разные группировки, они сражаются с друг другом. То есть мир игры живет, и реально невозможно сказать, что вот было поставлено, что скрипт, что не скрипт. Потому что в другой раз ты приходишь в то же место, нифига подобного не происходит. Дальше больше. Как мы уже не раз говорили, игра тебя действительно, вот с одной стороны, это вроде как прежний Fallout, но в нем миллион изменений очень глубинных, и она постоянно тебя удивляет мелочами. И опять же, там, вспоминая замес на фабрике по производству автомобилей, я туда несколько раз приходил, в первый раз просто перегрузился, скинул все на собаку. Кстати, собака — это ослик, если что. На нее можно навесить кучу добра, хлама точнее, и потом вместе с ней отправиться домой и все сгрузить. Что, кстати, достаточно удобно, потому что у тебя нет вот этого постоянного ощущения, что, блин, перегрузка опять. Самое удобное, что все патроны теперь весят 0 грамм. Потому что раньше на 50% ты состоял из чего? Из ракет, которые с собой таскал. Come on, boy. It's time to go. Ну и, к слову, собака далеко не единственный ваш компаньон. Увиденный в начале робот Дворецкий, тоже его можно сделать своим компаньоном. При этом собаку ты отправляешь в какую-нибудь из своих локаций, где она дожидается тебя в будке. То есть ты не теряешь ее навсегда. Это очень удобно, очень приятно. Ну а робот Дворецкий, как вы видели, может жарить огнеметом, резать всех и отшучивать сальные шуточки. Вот, кстати, именно поэтому я отказался от него как напарника, потому что собака очень милое существо и молчит. А этот Дворецкий, знаешь, ты с левой стороны мутанты, с правой стороны рейдеры, на тебя еще прет мужик в Power Armor, а он шуточки свои про чай шутит. Так вот, возвращаясь к заводу, я когда туда вернулся, неожиданно началась радиоактивная гроза. Выглядело это примерно как планета Хелмгастов в Killzone 2. То есть все затянуло зеленым небом таким, все покрылось таким плотным туманом, а небо стали озарять молнии, и при каждом ударе молнии был всплеск радиации. И в этот момент, если ты хочешь остаться жив, ты должен реально спрятаться куда-нибудь. Что это опять нам напоминает? Сталкер. Ну, то есть, молодцы на самом деле. Дело Сталкера живет. Сталкера уже давно нет, а дело его живет и побеждает. Да, но на совершенно другом уровне, что не может лично меня не радовать. Ты знаешь, вот что меня, еще раз, может быть, я боюсь повториться, но вот что лично меня радует во всем этом разнообразии мира, во всей этой возможности залезть в самую мелочь, разобрать, не знаю, табуретку просто на деревяшке и прочее. Меня искренне радует то, что, в принципе, этого можно не делать. То есть, если вы не будете интересоваться, что такое хлам, как устроен этот город, и какие проводить к нему там экономические пути, вы все равно также можете прекрасно играть в эту игру, как нормальное фоллаутское приключение в постапокалипсисе. Now that we can grow our own food, I think we can really make a go with this. Trouble is, the more we establish ourselves here,
the more of a target we become. В общем, подытожим наши первые впечатления. Я думаю, что финальные мы сможем не скоро составить. Я думаю, месяца через 3. Ну, да, в зависимости... Знаешь, об одном жалею. Assassin's Creed не успел до конца пройти, потому что теперь с Fallout же не слезешь. Да, и я думаю, что декабрь и январь полностью убиты. Это как минимум. В смысле убиты? Они заняты. Ну да. Замечательно вообще времяпрепровождение. Жизни. По первым впечатлениям, говорю, мы не сразу приняли то, каким есть новый Fallout, но со временем, говорю, игра стала нехило удивлять. Именно исследуя этот мир, ты понимаешь, насколько он комплексный, насколько игра на самом деле невероятная, да, изменилась. От чего-то они ушли, отказались, упростили, но важно, что на месте этого появилось что-то новое. Никогда, вот, знаешь, снова вернусь. Вспоминаю наш самый первый телефонный разговор по поводу Fallout. Не, ну что-то не то. Вроде хорошо, вроде как-то нет. Это очень классно. Ты знаешь, самая большая любовь, которая на всю жизнь, это любовь проблемная. Это одинаково и с людьми действует, одинаково это действует и с играми. Мы, конечно, от Fallout ждали манны небесной. Думали, сейчас просто Иисус... Но я рассчитывал, что сейчас будет с диалогами, с квестами, вот прям супер навороченность. Но, повторюсь, мы только 25 часов наиграли и как раз дошли по-нормальному до Diamond City, где как раз все это начинается. Да, то есть мы прошли большую часть пролога, 25 часов. И там дико интригует сюжет. Здесь, поскольку это зона MIT, Массачусетский технологический институт, кузницы кадров, вот здесь как раз все постоянно говорят о каком-то таинственном институте, и все его боятся, и все ему пытаются противостоять. Этот институт, судя по всему, по технологиям ушел заметно дальше не просто вообще этого мира, а даже самого Братства Стали, которых мы помним, самые были передовые ребята в постапокалипсисе. Да, и здесь у Братства Стали отдельная миссия, с ними вы, конечно же, тоже обязательно встретитесь. И можете даже вступить. Ну, как всегда. Поэтому, на самом деле, я думаю, что с сюжетом все круто на этот раз. И нас ждут еще не только вот такие личные приключения, но и такие классические фоллаутовские ситуации. Просто вот сразу этого не ждите. Сразу вы будете бродить, путешествовать, пропитываться атмосферой, и это займет довольно много времени. Ну, то есть, конечно, вы можете пробежать, но пробегать не надо. Скажу короче. У меня есть рецепт для всех тех, кто собирается познакомиться с Fallout, с игрой, с этой вселенной, только с Fallout 4. Рецепт очень простой. Первые 10 часов, пожалуйста, не выключайте эту игру. И потом вы все поймете. Из того, что я увидел, Fallout 4 раскрывает вселенную значительно шире, чем первые 3 части, как мне кажется, вместе взятые. Потому что я, честно, прошел первые 2 Fallout, и как и ты, был абсолютно уверен, что это не альтернативная история, а что это, где-то в 60-х бабахнула бомба-то. Судя по всему, из-за Карибского кризиса. А 4-я часть начинается с того, что она тебе, человеку, который прошел и 3-й, и New Vegas, и первые классические, и даже дурацкий Fallout Tactics была такая игра на рубеже веков. Это человек, который прошел все это, она тебе открывает вселенную с абсолютно другой стороны. Ну и плюс она продолжает дело 3-го Fallout, который, на самом деле, начал подробно все объяснять. То есть все события, которые там были в DLC и прочее, все, имеет связки. You ain't heard of the Institute, mister? They snatch people up in the night and no one hears from them again. It's all in the paper. Better read up before they grab you, too. Ну и одна из финальных причин, почему обязательно надо играть в Fallout 4, это тут по-прежнему один из самых офигенных саундтреков вообще в истории. Да, с саундтреками, кстати, круто. Ну и что касается радио, конечно же, здесь есть наше любимое радио с ретро-музыкой, музыкой 40-х, 50-х. Я бы даже сказал, скорее, 30-х, начало 60-х. Дело в том, что сейчас разброс музыкальных композиций еще шире стал. То есть, во-первых, первая хорошая новость. Все наши любимые композиции остались. Бинго-бонго, я не знаю, I Can Set the World on Fire. То есть вся классика, 3-го Fallout и New Vegas, она есть и здесь. По крайней мере, мы слышали большинство знакомых нам песен. Но вся музыка, которая добавлена новая, она скорее уже немножко отходит от традиции 30-х, 40-х годов, и она идет уже в рок-н-ролл. То есть еще не Элвис, но уже все-таки и не блюзы 30-х годов. Да, она быстрее, но явно сделали под какие-то, не знаю, экшн-моменты. Кстати, да, и большинство этих новых композиций, как ни странно, вдруг почему-то появляется или случайно так случается на радио тогда, когда у вас идет экшен какой-то. И самое главное, знаешь, для меня вот до сих пор радио Fallout остается такой, знаешь, соломинкой спасения. Потому что я очень не люблю, в принципе, вот такие жуткие моменты в играх. Ни в каких. Я ужастики сам по себе тоже не очень люблю, как-то нервные слишком. И вот, если тебе задание выдают, Братство Стали выдает задание, надо пойти на заброшенную станцию метро и зачистить ее от гулей.
понятно, освещения нет, идешь с фонариком что-то, где-то со всех сторон кто-то рычит, там чавкает чем-то, ну жутко. Поэтому включаешь радио и под песню про добрую обезьянку Бинго-Бонго, которая не хочет уезжать из Конго. То есть зачистка этого метро просто проходит на ура. Вот Fallout потрясающая вещь. Выключил музыку, идет отличный эмбиент, который здорово тебя погружает в атмосферу. Включил, атмосфера тоже осталась, но другая. Ну да. И с радио связано на самом деле очень интересный момент. Дело в том, что там сидит очень странный диджей. Такая зануда. Мы вдвоем играем в Fallout, и оба сошлись в одном и той же мысли. Не может этот диджей быть стандартным диджеем. Обязательно должна быть миссия, чтобы его убить. Но он нарочито не знает, что ему говорить. Он не знает песни. Он не знает... Такое ощущение, что его там посадили и сказали: веди эфир. Ну, просто был какой-то завхоз, который отвечал там за тряпки, там, веники и прочее. И вдруг его посадили и сказали: а теперь ты эфир. Мало того, и не просто ведешь, а в перерывах ты еще и рекламу читаешь наших спонсоров. Он делает это крайне смешно, в плохом смысле слова. То есть он запинается, заикается, экает, бекает, очень плохо ведет эфир, путает все названия песен, композиции и прочее. И у нас появилось одно схожее желание — убить. Да. That was the 5 stars. All 5 of them. Get it? Because it's, it's funny? Sort of? No. No. Okay. Not really. В общем, с диджеем замут на самом деле не просто так, увидите. Но это безумно круто, что Bethesda, да, играется с игроками даже такими мелочами. Well, more of a, you know, a rumor, really? Someone? I'm not sure who, I guess. I mean, it probably doesn't matter who. Anyway, someone saw... С радио все прекрасно, и еще это по-прежнему очень атмосферный момент. То, что ты можешь ловить разные радиопередачи. И здесь это довольно часто используется. То есть это выглядит буквально так. Ты выходишь на опушку, и тут что-то там, Пип-бой тебе говорит, что поймал новую передачу, слушаешь, а там Братство Стали просит о помощи. Или какой-нибудь другой персонаж и говорит: придите, спасите, я здесь умираю. То есть у вас просто вот так открывается квест, и не просто квест, это зачастую целая цепочка квестов, которые в ином случае можно просто мимо пройти и вообще никогда не заметить. Или, возможен другой вариант. Вы ловите радиосигнал, приходите на место, а там оказывается ловушка супермутантов. В общем, с радио, как и раньше, все очень-очень интересно. Help or Mayday or whatever it is one says on a radio. My name is Rex Goodman. I'm being held prisoner on the top of Trinity Tower. I think the super mutants plan on eating me soon. I'm setting this to repeat. Oh shit! Gotta sign off. One of the super mutants is coming. Мне кажется, эту игру еще открывать и открывать. Чего я лично вам желаю. Ждать осталось недолго. Завтра вы уже во все это поиграете. Я уверен, что никому там рекомендовать Fallout лишний раз не нужно. И так все его забрались покупать, потому что это Fallout. Надеюсь, вы прекрасно провели эти часы. Окунулись с нами в эту вселенную. Поймали хорошее настроение. Спасибо всем, кто поддерживает наш проект. Это благодаря вам. Только благодаря вам мы смогли потратить практически целую неделю бессонную для того, чтобы сделать это огромное видео. Что касается вопросов, которые вы нам задавали во всех наших возможных пабликах ВКонтакте, мы, естественно, на все ответим. Ответим, правда, не в этом видео, а в нашей ближайшей трансляции в Твиче. Так что, в общем, оставайтесь на нашей волне. Трансляция начнется прямо-таки сегодня, у нас же марафон все-таки. К этому времени мы еще больше изучим игру. Саша выйдет со мной на связь, и мы прямо в прямом эфире поотвечаем на те вопросы, которые вы написали заранее. Договорим, короче, на эту тему еще не раз. Да, так что спасибо, что смотрели, ставьте лайки, если понравилось видео и вы хотите в будущем видеть марафоны. Подписывайтесь на канал, здесь дофига всего интересного и много всяких эксклюзивов. Заходите в блог почаще, там впечатления появляются раньше. Надеемся, что вам было сегодня интересно. Мы сегодня буквально по вершкам прошлись над Fallout, гигантская игра. Честно говоря, мне уже жутко. Мы с Антоном тут в кулуарах обсуждали, мне придется бросить Assassin's Creed, мне придется забить на все Tomb Raider, на Call of Duty, которые сейчас выйдут, только ради этой игры. Поэтому я для себя все-таки принял такое строгое решение. Сейчас я еще немножко поиграю, потом пройду все остальное, и вот уже на новогодних праздниках просто с нуля
сяду и пройду. Это выглядит достаточно странным, может показаться, но на самом деле, когда вот игры для тебя работа, это очень редкое чувство, когда ты можешь именно насладиться по-нормальному, да, поиграть так, как ты хочешь, а не торопиться куда-то, торопиться сделать материал. И Fallout — определенная игра, которая достойна такого подхода. Хочется просто сесть спокойно, в него поиграть для себя. Эту неделю мы играли для вас. Просто очень быстро, выкраивая, да, там все свободное время на это, понять, составить первое впечатление, да, и сделать сюжеты. Игра как хорошее вино. Ему нужно его не просто так в подворотне пиво, ему нужна атмосфера, ему нужна закуска, нужно уделить свободного времени очень много. Поэтому я вот, знаешь, не хочу просто набухаться сейчас Fallout'ом и отвалиться куда-нибудь. Я хочу его потом посмаковать. Thank you. I'm just gonna rest here a bit more until I get my strength back. Не могу не согласиться, поэтому, наверное, совсем скоро финальное мнение от нас ждать не стоит, потому что есть другие игры и есть желание поиграть в Fallout так же, как я поиграл в Ведьмака. В Ведьмака я играл месяц. И ты знаешь, Антон, напоследок что хочу сказать, вот как хорошо, что некоторые клевые игры, вот Ведьмак, Fallout, выходят все-таки не каждый год, да? Да. Ты их ждешь не просто как Новый год, ты их ждешь как праздник, и вот он наконец-то настал. Кстати, не забудьте поставить на свой телефон приложение Fallout Pip-Boy. Это очень удобный помощник в брождении по пустоши. Вы на ходу можете пользоваться всем интерфейсом Pip-Boy, да, у кого коллекционка, у них даже есть специальная штука, куда можно вставить телефон. Вы с помощью этого приложения можете на ходу менять оружие, использовать предметы инвентаря и прочее. Очень удобно, правда, вы лишаетесь в таком случае паузы. Вам, в общем, всего хорошего. Круто завтра поиграть. Хороших вам эмоций и путешествий по пустоши. Ну а человек, задавший лучший вопрос, мы любим умные вопросы. Или смешные. Да, получит от меня лично футболку Fallout фирменную, которую Bethesda раздавала на Gamescom. Коллекционная вещь. Так что увидимся. До новых встреч. Beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They're the real enemy. Not the Raiders. Not the super mutants. Not even those tools over in Diamond City. This campaign will be costly. But in the end, we will be saving humankind from its worst enemy, itself. So where is it, huh? This institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. Let's go, boy.